Еще раз, здрасте всем, дорогие друзья, всем привет, как обычно, Леха Хардплей. Короче, что мы сейчас делаем? Вы прям топили, сказали, Леха, догони последнюю серию «Мамы в 16», потому что там что-то с чем-то, там какая-то пушка-гонка. Но не посмотреть предыдущие серии я просто не могу, поэтому нагоняю упущенное. Значит, «Мама в 16», 6-й выпуск, Сабина. Таганрог, Сабина. Сабина! Отмена на первый. Так, тихо, нормально все. Стопать я не буду, я человек серьезный, я просто слушаю, я вообще здесь не при делах. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо вам, господи, за такое количество добра, позитива, который вы льете в авторские ролики. Это просто, да, шок-контент. Потому что авторские ролики уже и прям вот вам с Новгорода зашел, да, вот кто не знает, я за компьютером недавно ездил, там встреча небольшая с подписчиками была, короче, посмотрите на канале. Вот, а еще я выложил со студии ролик длиной в год, между прочим, вот, так что кто не смотрел, обязательно посмотрите. Всем приятного просмотра, господи. Я могу только сказать про одну вещь, это про наших партнеров, да, ссылочка на которых есть в чате, про оранжевых, естественно, да, партнеров, ссылочка есть в чате и в первом закрепленном комментарии, вот это я знаю. Да, и сразу видно то, что Максим фрибет свой не забрал. Он улын взял. Так что переходите, не будь как Максим. Дай вам Бог здоровья, всего самого хорошего. Мы начинаем. Поехали. Ну, хорошие, кстати. Не вот это, Привет, как ты любишь. Меня зовут Сабина, мне 17 лет, Ну, это и понятно. я живу в городе Таганрог. Сложно описать себя одним словом. Я бываю очень милый, а бываю противный. Я сказал то, что ссылку на «Маму в 16», на самый мой любимый замечательный канал, я оставил внизу в описании. К ролику. К ролику. Поняли, да? Не надо путать. Холодное с горячим. В общем, я очень Теплое с приятным. эмоциональная. Ну ясно. Свой характер я могу описать как он добрый, милый. Но... Смотрите, коротко рассказываю, сразу говорил, стопать не буду, один раз, одну букву назовите просто и все, одну букву. Вот, сразу говорю, вот эти вот эмоциональные качели, у каждого мужчины в жизни попадались женщины, девушки, неважно там что, кто, в каком возрасте, всегда был у вас вот такой человек. Я их называю эмоциональные качели. Ну или просто конченые. Объясняю почему. Потому что они могут сейчас смеяться. Через 2 минуты они начнут плакать. Через 3 минуты они начнут опять смеяться. Через 5 минут вы самые лучшие друзья. Через 10 минут вы вообще просто ты самый конченый в жизни, в мире человек, который только может быть. Так что вы поняли. Больше такой дерзкий. Все, я пошла. Куда ты собралась? На улицу у меня В девочка. смысле на улицу? Я тебя попросила, ты Аминку покормила? Мам, бегу и падаю, отстань, говорю. Девушка, вы почему так с матерью разговариваете? Вы вообще сюда не лезьте, как молчали, так и молчите. Сабина, она очень эмоциональная девочка, взрывная девочка, очень импульсивная. Видимо, из-за такого переменчивого характера и жизни Я недавно услышал, второй раз максимум вот остановлю и все. Я недавно услышал то, что детей в наше время, это средневековье, ни в коем случае рукоприкладством заниматься нельзя, естественно, к своим детям. Ни в коем случае. Нельзя, вообще просто. Ни в коем случае, даже если они тебя что, послали в дальнюю дорогу, прям туда, прям маму, прям папу, неважно кого или лиц их заменяющих, нужно просто сказать: доченька, солнышко мое ненаглядное, как же ты можешь своих родителей куда-то посылать? В комментарии напишите, по средневековым вот этим вот законам многие получали, нет? В комментариях обязательно отчитайтесь, потому что, ну, чтобы как бы мы видели, сколько нас средневековых. За меня тоже плюс поставьте. у меня складывается очень разнообразно. В Таганроге я живу недавно, а родилась я в городе Саранск и жила ну в нем понятно. до 15 лет. Саранск я люблю, потому что город неплохой, красивый. Заметьте, там 2 раза живет всего вся стопнуло, моя это не родня. считается. Мою маму зовут Альбина Исмаиловна. Ей 37 лет. Она работает парикмахером на дому. Зарабатывает 30 тысяч рублей в месяц. До этого она работала вроде 10 лет Берите руководителем магазина. А моего папу зовут Берите. Альберт Рафикович. Ему 40 лет, и он Сколько? разнорабочий. Сейчас зарабатывает О. около 40 тысяч рублей в месяц. О. В моем детстве родители очень часто ссорились. Мы кричали на друг друга, сильно ругались. Спрашивал, говорит, можно я мамку убью? Говорит, то что только благодаря тебе, мама.
Да, вот эти все слова, господи, и бы только что страйк у нас закончился. Осуждаю, YouTube не одобряю вообще. Какая, не фу такой быть, фу. Пакость. Фу. Когда мне было 5, они решили развестись, но оказалось, что мама беременна моей сестрой Аминой. Перед родами мы уже решили дать еще один шанс нашим отношениям и помирились. Но вскоре за глупую драку по пьяни с кем-то во дворе папу посадили в тюрьму на год. Я очень тогда скучала тоже по папе. Я у мамы каждый день спрашивала, что там, где папа, когда он позвонит. Из тюрьмы он вышел совсем другим человеком. Родители все-таки развелись. Папа уехал в Москву, а мама встретила другого мужчину. СМС-ку отправила и сказала: все, у нас все закончилось, я нашла другого, все, больше не звони мне. Я познакомилась с Сергеем. У нас как-то все так очень скоротечно получилось, что через 2 недели мы уже решили сойтись и жить вместе. Мама очень скоро вышла за Сергея замуж. Ему 48 лет. Он работает установщиком кондиционеров. Зарабатывает 70 тысяч рублей в месяц. Сколько? После свадьбы мама переехала к нему жить вместе со мной и моей младшей сестрой Аминой. Ей сейчас 9. А вскоре у мамы и отчима родился мой брат Владик. Сейчас ему 3. Жить все вместе мне не нравилось. Все, пока, целую. В смысле, Вы можете матери объяснить то, что можно пользоваться этими самыми, как их, напалечниками вот этими, а? Ну что там за инкубатор-то, я не пойму. пока? Ты Как куда из собралась? пулемета. Меня друзья ждут на улице. А я тебя отпускала? Что ты куда-то собираешься А идти? что, у нас какие-то дел дома много или что? Полно. Сейчас папа с работы Она придет. сколько раз говорила, что он мне не папа. Сабин, ну прекрати уже. Ну что Ну и пускай за живем. отношения Всё, такое? мам, короче, давай. Я не Сабин, хочу это слушать. Давай. вернись назад. Я кому сказала? Полный. Вот, С да, вот. мамой мы начали с мамой часто солидарен. ругаться, потому что вот дядя Сергей начал ей там высказывать вот моего поведения, и мама постоянно высказывала это мне. И в этих Мне кажется, мама на конфликтуальных детородный ситуациях орган мама была ходит больше систематически Сергея. просто. Отчим жестко взялся меня воспитывать и следить за учебой. А меня это бесило, потому что он мне никто. Бывали случаи, когда он заставлял меня делать уроки и до 7 утра. То есть я не спала вообще всю ночь, а потом просто шла на учебу. Сейчас быстро проснется. Рада, подъем! Нормально, что ли? Какой Строится на подоконниках форма одежды номер раз. Вот 48 лет, советская закалка, вот это я понимаю, вот это уважение, вот это правильно. Вот, уже одета, молодец, уже на работу можно пойти прям так. А что, нормально. Но зато все проснулись, и сумка рядом стоит с телефоном. Взял, все, встал и пошел. Да, на благо чего-нибудь работать. что ли совсем? Что случилось у вас? А что Смотри, случилось? что твой муженек сделал, нормально? Сабин, он пытался тебя разбудить. Я тебе раз сказала, 2 сказала. Ты не понимаешь. Он помог. Почему ты только его всегда защищаешь? Скажи, что еще он не прав. Нет, не прав. Он меня водой обливает. Он мне кто? Он мне никто. Сабин, в смысле не... Как вы считаете, вот после вот этих слов, я думаю, что дверь бы сейчас открылась, и там ведро, знаете, вот такое хорошее, литров на 20 водички. Холодненькой набрал. Говоришь, смотри, Сабин, прикол. Фух. Остынь, детка. Никто. Мы живем у него в доме. Хорошо, если это его дом, его правила, Тогда я уйду. не хочу тут жить. Я поеду к папе тогда в Москву. Папе поедет. Да, Нахер ты там Поезжай, нужна? который для тебя ничего абсолютно не сделал. К папе Иди, в Москву. езжай. Там таких, как ты, знаешь, сколько? Обидно то, что она Как часто тараканов. становится на его сторону, а не на мою. Да, очень Обычно обидно. говорят, что дети должны О, быть на первом месте. Жилплощадь Но освобождается. не в этой А вы ситуации. говорите, одни плюсы, Тот одни случай плюсы. с холодной водой я простить не смогла. Да, ужасный, Собрала свои вопиющий вещи случай. И ушла жить к подруге, где мы тусили каждую ночь. Я поняла, Вопиющий. что это последние капли, что я с ней не справляюсь, и Сергей тоже. Я позвонила ее отцу и попросила забрать ее на лето. А для меня это было предательство, то, что мама выбрала новую семью. Ты просто ее немножко надоело. Да. Первые эмоции ушли, я поняла, что в Москве будет даже лучше. Ну, папа, мне кажется, не будет меня так контролировать, Конечно. как мама.
Конечно. Вначале себя вела очень хорошо. Познакомилась с подружками, они ходили гулять. Подружками стали мои новые сокурсницы. Я решила не возвращаться в Саранск и поступила в колледж на Ясно. Портнова. И Самара. почти сразу встретила его. Ты прости, но зачем все это? Я вам объясняю. Для чего я смотрю подобные телепередачи? Ну, во-первых, канал у нас развлекательный. Много лет, 8 лет. Я делаю так, что люди просто после работы, учебы и от своих дел, они просто отдыхают. Они улыбаются, понимаешь? Самое важное, что я молодому вот этим вот показываю что? Я показываю, как не надо делать. Насколько это неправильно. То, что это смешно даже иногда смотрится. Ты понял, нет? Стараюсь. Мы с подругой попали под ливень и решили переждать под навесом. Жесть вообще. Ну и погодка. Также спасался от дождя и незнакомый парень. Мы не одни такие, кто промок. Как погодка вам? Все. Все. Он просто... я его уже прочитал, я все понял. Можно дальше вообще даже диалог не вести. Все. Тут просто, понимаете, вот бывает, 2 секунд хватает. Кстати, 4-я, да, остановка, если что. Да, просто, такой чисто, да. Вот и лето. Такой тюфячок. Простой, улыбчивый. Он показался мне симпатичным. Красивый парень, он был в хорошем таком телосложении. Сразу мне факту. приглянулось, и мы так долго смотрели друг на друга. Сейчас, кстати, мужики, вот кто спортом начал, да, заниматься, бросил диван и пошел в спортзал, вы заканчиваете этой ерундой страдать, потому что пресс должен быть в кошельке, да. А вот эта вот болезнь какая-то, я иногда вижу, вот это вот на животе у них такие квадратики. Я не знаю, болезнь, что ли, какая-то или еще что-то. Они просто, может, про пиво не знают. Надо им рассказать. И какой-то ерундой занимаются. Смотришь квадратики, я говорю, о, еще один. Не обращайте внимания, все нормально. Вы и так все прекрасны, вон там, правильно говорят. Я просто не думал, что настолько все далеко дойдет. Ну, просто я вообще, мы познакомились, я думал, там погуляем. не знаю. Ну да, чисто. Его зовут Максим. Ему 22 года. Он родился в городе Таганрог. Окончил 9 класс и со временем уехал в Москву в Какой поисках класс? работы. Уже через несколько недель после знакомства он предложил жить у него. С клумбы С одной пошел, стороны, меня сорвал. как бы это возмутило, но с другой стороны, как бы понравилось, что такой наглый, дерзкий. Я честно рассказала папе, Как пуля что резкий. хочу съехаться с парнем. Хотя и я, и Максим не знали, как он отреагирует. Было так стремновато, как он отреагирует на самом деле на меня. Ну, познакомились. Еще как Ну, как говорится, еще пару лет отсидеть чудакот. Подумаешь, господи, Макс, ты давай там аккуратнее, потому что здесь разговор короткий, да, у сразу. вас делишки-то вообще? Да нормально пойдет все. Не Потихонечку. ругаетесь? Да нет, вроде не ругаемся. Ну, Ну так бывает иногда. чуть-чуть. Да? Как и у всех, в принципе. То она меня лупанет, то опять она меня лупанет. Они так очень сильно влюбились друг в друга. Максим мне показался очень хорошим человеком, и он очень добрый. Вот это вот чему можно научиться? Бьет, значит, любит? Или как это работает? Ну, то она меня, говорит, ударит, то еще раз она меня ударит. Ну, потом у Максима фляжка свистнет лет в 30, и зубной состав тронется, и все. И как бы все на этом закончится, вся любовь. Спокойный. Так мы с Максом начали жить вместе. Он работал боже. продавцом в магазине алкогольных напитков А, и ну снимал понятно. квартиру. Зарабатывал 40 тысяч рублей в месяц. Мама Макса, Лидия Николаевна, осталась в Таганроге. Ей 55 лет. 54. Она уже на пенсии, а это 10 тысяч рублей в месяц. Также она подрабатывает таксисткой и зарабатывает еще около 30 тысяч. А с папой Максим не общается. Уважаемо. потому На 2 что он работах, ушел в между другую прочим. семью почти сразу после рождения Макса. Ну, с отцом Максима мы расстались, когда Максиму было 5 лет. Была как-то ситуация возле магазина, они увиделись, и Максим хотел его просто поцеловать. Ну, он похлопал ему по плечу и сказал, как бы, сынок, держись, мужчины не целуются. С Максом было весело жить. Мы постоянно тусовались с его друзьями. Все его друзья были старше меня, и мне нравилось. Вы знаете, после сегодня просмотренного Евровидения, я просто сегодня буквально днем просмотрел финалистов Евровидения 2024, и вы знаете, где батя не прав-то? Я что-то,
Все. Я просто ничего даже говорить не хочу. Я даже вспоминать это не хочу. Мне психолог теперь нужен после просмотренного. Что не принимали 16-летнюю как равную. Ссорились за эти моменты вообще? Она даже уже до рукоприкладства доходила. Она меня кошмарила. У меня на лбу руку такой вылез. Она, прикинь, она подходит... Это у меня на лбу, у меня до сих не пор рассказывай. такая шишка остается. А подходит, берет меня вот так за волосы, и так с лба мне на просто, а потом берет еще, с локтя мне по челюхе. Ребят, ну... Я не знаю, что сказать тут. Вы, конечно, Осуждаю. друг друга стоите. Ну, конечно. Но меня напрягало, что Максим каждый вечер напивался. Из-за алкоголя он спокойно мог проспать работу и не парился. Но оказалось, что так беззаботно он относится не только к работе, но и к нашим отношениям. Так, опа. Например, он постоянно переписывался с бывшей, но клялся, что они не видятся. Не спишь? Нет. Что за кофе? Сегодня. В смысле, что за кофта Ты моя? не в этой кофте уходил. Себе... Что ты гонишь-то? Ты что, угораешь? Почему она воняет духами, Максим? Понюхай на! Где ты был? На На. работе. На какой работе? Бегал. Еще сообщения какие-то Дай приходят. телефон. Юля тебе пишет. Вчера ночью было супер. Не хочешь сегодня Ты читаешь, повторить? дай телефон. Не хочешь Дай повторить? телефон. Ночь у тебя была супер Дай или телефон. что? Я не понимаю. Ты вообще что? Какого? Бьешься. А я тебя сейчас хватала за руку или что? Приходишь, ты в чужих кофтах, ночь у тебя была супер. Вы мне объясните только одну вещь, я все понимаю. Я просто вот на этот кадр, просто букву. Это очень важно, это очень важно. Вы мне объясните одно. Вот нас смотрят люди разного возраста, да? Сейчас я тут по кадрово буквально отмотаю, очень важный кадр. Вы мне скажите, вот он кадр, просто ни к чему, вот его оставлю, как будто просто так. Вы мне скажите одну вещь. Вот мне сейчас полных 36 лет. Вот когда я учился в школе, гимназии, в институте, мы вот таких девушек, давайте так скажем, с такими этими, мы знали по пальцам. Да. Одна была безотказная, Ксения, дай бог здоровья. И пару еще таких тоже там. Все остальное это кунсткамера. Просто, то есть, ну, это, знаете, такое ощущение, как будто вот, я не знаю, ну, вот просто был завоз. Знаете, вот, ну, просто жесточайший был завоз. И просто, я не могу даже объяснить, понимаете, я ждал, когда я закончу школу, просто прийти в институт, и я говорю, наконец-то на нормальных девчонок посмотрю. Я пришел в институт, я говорю, господи, что это такое? Что происходит вообще? Где все вот это вот? Там или с пакетом надо, или пьяным в дупеля ходить, чтобы хоть как-то вообще в этом посмотреть. Я не знаю, или мне так повезло. Может быть, только у меня такая жиза? Вы мне объясните. Вот нас девочки смотрят красивые. Они знаете, как говорят? Сейчас все типа перевернулось. Раньше девчонку красивую, да, было сложно найти. А сейчас говорят, вот девки все такие там, ну, с этими, и вот такие, такие, как у этой Кардашьян, да, вот как Кардан, да, как у Кардашьян, да. Вот, ходят все, смотришь, 17, 18, 19 лет, мать моя женщина. Я говорю, господи, я говорю, что это такое? Я говорю, откуда вы все, вы вылупились? Я говорю, откуда вы? Откуда вы беретесь? А что это такое? А пацаны вот эти вот, ну, которые, ну, рэперки, короче, все понятно сразу, да, без слов, то есть вот эти вот, ну, которые рэпануться любят, чисто, знаешь, такие вот эти вот. Дорогая. Ну, все, или в танки играют, то есть, ну, здесь одно из двух. 10-й левел, 10 тысяч боев, 0 поражений. Как бы все понятно. Девочки, давайте так. Я вас попрошу в комментариях написать, правда ли это. Потому что я вот слышу только одно. То, что жалобы все идут на самом деле на мужчин в последнее время. Я имею в виду на молодых, на парней. То есть говорят, что вообще просто, ну просто вообще. Все, короче, переменилось. Ты понял, за столько лет? Все поменялось. Танки не трогай. Я напоминаю, у меня на аккаунте за 10 лет выслуги наклеечка висит на танке. Можешь танковый стрим посмотреть. Так что давай не будем о больном.
Нет, а чё нам, мужики? 40 секунд сведения. Сел, из холодильничка достал. Знаешь, такую, вот, она как будто вот так тянется. Она не льется, она, знаешь, такая прям... Она такая прям густая. Сальца вот так. Настругал с лучком зелененьким. А? Согласись? И все. И дальше пошло. Первые 40 лет детства мужчины самые сложные. Но здесь по факту. Приходишь, ты в чужих кофтах, ночь у тебя была супер. Чужих Тебе кофтах. нормально вообще? Нормально. Нормально тебе? Расстаемся, да? Ну, нормально. Просто. Осуждаем такие Когда движения. я поняла, что он Осуждаем. встречается со своей бывшей, мне захотелось его просто прибить, уничтожить, потому чтобы он мучился, горел в аду, не знаю. Я не ожидала такого предательства, и на следующий Не день я ожидала. уехала От к папе. молодого пацана не Макс ожидал. звонил, писал, извинялся. Любимый. Но я не отвечала. Начал думать, да, начал размышлять, что можно придумать, как извиниться. Ну так, чтобы она меня точно простила. Подрузить надо, подрузить, Максимка, надо подрузить двух девочек. Да. Ее все это всем вместе и друзить. И голову друг другу не делать. Дурак. Неумный. Решил взять у друга костюм зайчика и поскакал к Она меня точно простила. Решил взять у друга костюм зайчика. Это что такое? А я вам сразу сказал то, что я их вижу издалека этих. Вот, пожалуйста. Костюм зайчика. И поскакал с извинениями. Сабин, подожди. Иди отсюда, Да стой. господи. Подожди, что, как я клоун поговорить оделся хотел. В смысле какой-то? клоун? Я поговорить с тобой хочу. Что ты хочешь? Сабин, Что? я понимаю, что я очень сильно дико накосячил. Я прошу у тебя прощения, но я обещаю, больше такого никогда не повторится. Прости меня, пожалуйста. Это было пред последний раз. Да. Да, все. Вот в этом году точно больше не повторится. Молодец. Целовать не буду. Зайчик, Не буду. морковку. М-м. Пригуби морковку. Осуждаем. Да, это все, тихо тут. Большая морковка своя есть. Ну все, прости, пожалуйста. Не хочу тебя потерять. Хочу семью с тобой. Да, очень хочу. Ну вот если будешь так же Боюсь тебя бегать, то не потерять будет сегодня. ничего. Я понимаю то, что я Всё. в Макса очень сильно влюбилась. Ну, действительно. И очень сильно к нему привязалась. И не готова рвать с ним отношения. Да и правильно, Я что там. простила Макса и вернулась к нему Один жить. раз, Но теперь ему точно придется забыть всех бывших. Ведь я жду ребенка. Сабин к вам Альфа-банк. очень подходит, Максим. Они уже друг без друга не могут жить. О маме я про Максима еще не рассказала. Говорю ей всегда одно и то же, что в Москве только учусь и продолжаю жить с папой. Но однажды она не вовремя позвонила. Привет. Привет, как дела? Так, Сабина, я что-то не пойму, ты где? Ты не дома, что ли? Что-то все на каких-то... Сабин, кому это? С надроченным вышел. Мама. Максим. Дурак неумный. А, это кто там такой? А ты что в трусах? Что-то я не пойму. Знакомься, это Макс. Ладно, вы общаетесь. Вы общаетесь, я пойду. Я пойду завтрак приготовлю. Вообще. Так, а как давно ты ночуешь в этой квартире? 2 месяца. Что? А почему он в трусах? К отцу, и он такой допустил, значит, ты возвращаешься обратно в Саранск. Нет, я не поеду никуда без Максима. Почему ты никуда не поедешь? Ну, потому что я его люблю, я не поеду никуда без Я него. его люблю. Тогда бери его и приезжайте вместе. Здесь хотя бы под моим контролем будет. Там уже Это законтролировали. необдуманный поступок, и ответственностью здесь вообще не пахнет. Естественно, я против и сказала, чтобы она приехала назад домой. Мама серьезно настроена забрать меня к себе. Нужно как-то уговорить Макса переехать в Саранск вдвоем, иначе мы больше не увидимся. То есть у нас есть выбор, либо... Не, ну Максим это сын занавески, реально. Чисто занавески сошкрябали. Просто взяли,
поставили, и все. И вот тебе получился Максим. Ну это просто потрясающе. Это лучшее, что может быть. И это не додумалось сказать хотя бы. Просто сказать, я с мамкой там разговариваю или еще что-то. Это просто, это, ну, я не знаю, это... Мы ну что здесь еще сказать? Ну все понятно. Мы раздельно. Слушай, ну, я не знаю. Ну, если Я не хочешь хочу. быть вместе, надо... Пойду, говорит, пойду завтрак приготовлю. А ты шеф-повар? Такой ты Глэк. Пошел, миску достал, хлопьев насыпал и молоком залил. О, какой кулинарные способности, мать моя женщина. Я Вот Но это я не да. хочу туда ехать. Вообще не хочу. Не для этого с Таганрога в Москву ехал, чтобы сейчас опять в какой-то Саранск ехать. Я даже не знаю, где это, что это. Ну, а что Знаешь. делать? Оставайся тогда в Москве, я поеду одна в Саранск. Ну, если бы одна точно не поедешь. Это вообще не вариант. Мама мне приезжает, Как говорится, зачем Саранск, когда есть Юля бывшая? про это. Серьезно так? Ну, серьезно, так, а как? Слушай, ну давай пока у меня выходные, съездим в Саранск. Познакомимся поближе с мамой твоей. Ну, какой Я там в Саранск трусах вообще? похожу. Что за бред? Да я все-таки Ну, думаю, это наш. что получится маму Вообще болтать. четкий. Я рада, что Макс согласился поехать в Саранск, потому что его московские друзья меня уже конкретно бесят. Вот этот Из-за вообще этих Глэк посиделок конкретный. Он часто просыпает работу. Это моя стихия, так сказать. Я, говорит, как дельфин. Если было море пива, я б дельфином был красивым. Чисто моя стихия. Слушай, надо записать. Надо как-нибудь тоже где-нибудь нажраться. Сказать, слушай, это моя стихия. Ихтиандр. Все навалилось. Еще я снова спалила Базу. Макса на переписке с бывшей. Она до сих пор высылает ему интимные фото. Говорит, смотри, как я накачал. Я говорю, Сабинке лучше. Я понимаю, их связь не кончится. У нее с голову эти. Че тебе не хватает-то, дурачина? Пока Макс и бывшая живут рядом. Мы окончательно решили переехать в Окончательно. Саранск. Я уже начала смотреть это с положительной стороны, потому что там не будет рядом Юли. В колледже я перешла на заочное Она его опять отделение, простила? И мы с Максом собрали вещи Потрясающе. и уехали в Саранск. И тут наши мамы словно сорвались. Моя постоянно держит нас под присмотром. Поселила в свою старую квартиру. Макса пристроила к отчиму в И помощники. тут Остапа мама понесло. Максима, кажется, звон говорит, что мы должны ехать к ней в Таганрог. Привет. О, привет. Как там? Как в Саранске? Как в Таганроге. Пока непонятно. Ну, с Сергеем общался, с отчимом Сабины. Ну, он холодильниками, кондиционерами занимается, установка, там, ремонт. Я, конечно, не шарю в этом, но попробовать можно. Я не знаю вообще, что вы так решили. Может, надо было в Таганрог сразу? В принципе, здесь море, климат, тепло, ну, как бы Море? лучше. И, я думаю, работы побольше. Ну, не знаю, пока что... Пока тут побудем. Ребят, смотрите, если чего, с моей стороны помощь будет 100%. Ну, мне хотелось бы, конечно, чтобы Уважение. сын приехал ко мне поближе с Сабиной. В то же время я понимала, что ее родители ее не отпустят. Как Не, бы. ну мамка молодец, Я сама слышишь, уже на двух начинаю работах. сомневаться по поводу Саранска. Как только я познакомила Макса со своей старой компанией, он начал пить как не в себя. Но Москву я понимаю. Ну подожди, но он же тебе сказал, он дельфин. Он себя чувствует как дельфин. Мы тоже уже не вернемся. Какие вопросы-то? А дельфин он море везде На найдет. себя отдохни. А что тебе не нравится? На себя отдохни. Что тебе не нравится? Взгляд твой пьяный мне не Ну, нравится. обычный взгляд. Необычный взгляд. Абсолютно обычный. Шальной. Хочешь запах на одежде твоя Слышь? Ты что? Чё делаешь? ты, что ли? Слышь? А ну успокойся. Адекватный, нет? Сядь, посиди, успокойся. Успокойся, сядь. Чего ты руки Она- разводишь? Сядь, отдохни, Ты выдохни. меня не дергай, я сказала. Ребят, да хватит, мы как сидели, отдыхали. Да ты вы чё, помолчи, дурак. Тебя может тоже облить, слышь? А? О, Пивандепола хватит разливать. Да, Да Не трогай, остановитесь, сказал вы чего? меня. Пошли отсюда. Мысли свои освежи. Правильно. Я говорю, положи пиво. от меня, Пиво слышь? положи, говорю. Среда пришла, неделя Сядь. прошла. Успокойся, на диван. Посиди. Мне звонят соседи и Мне говорят... всегда очень интересно было, а на что вообще вот скажите мне, на что
Ну, о чем думает девушка, когда она с кулаками систематически кидается на мужика? Фирочка, не знаешь? Нет, тут в чате девочка у нас уважаемая. Вы что хотите, делайте, пиво не трогайте. И будьте людьми. А разливушечку. О том, что у нас в квартире какая-то туса, все орут. Естественно, я сажусь и еду туда. Вы понимаете, что на вас уже полицию вызвали? Да и на эту полицию. Ну, в смысле, соседи вызвали, вы понимаете, что Потом, вы гулянки, орете. Из квартиры гадюшник какой-то вообще сделали. Вы что творите? Ужасно. Тихо. Вот это вот уберите отсюда быстро. Что толкаешься? Ничего. Полиция объясняет, что у нас был детский праздник. Стараюсь как-то... Детский праздник. Пиво убери. Руки убрала быстро. Сделать так, чтобы они не зашли в комнату и не увидели всю ту картину, которая там была. Слушай, а монтажер, кстати, грамотно блюрит, Так, мне чтобы нравится. Они не зашли в комнату и не увидели. Молодцы. Не, ну, мастер блюра был практически. Вообще никогда в жизни не догадаешься, кто зашел. Видели всю ту картину, которая там была. Но они Не найти. поверили, ушли. Вы что творите? Вы Что когда творите? начнете думать своей головой? Что вы творите? Меня напрягает постоянный контроль мамы. Мне кажется, что это она специально вызвала полицию, чтобы показать, кто здесь главный. Когда она наконец Впряглась в наш поймет, спарринг. что я уже взрослая. Угу. Согласен. О боже. Я не понимаю людей, которые... Вот мужик на девушку руку поднимает, баба кидается на него постоянно. Вы что делаете-то? Вы еще с ума сходите? Девушка должна быть девушкой, мужчина должен быть мужчиной. Мужчина никогда девушку трогать не должен, вообще априори своей, вообще в принципе. Максимум этим, пенсилом. Вот. Ну, когда девушка кидается, ну, она же понимает то, что это уже не девушка, а спарринг-партнер. Потому что это ненормально. Я действительно уже не маленькая. Потому что мы с Максом давно занимаемся любовью. И никогда не предохраняемся. Потому что, как бы, с самого начала, можно сказать, знакомства я настаивал на ребенке. Я сразу почувствовал, что это мой человек. Я хочу с ней будущего, хочу видеть продолжение своего. Даже как... Он как тамада. Я ему даже верить практически начинаю. Даже когда, говорит, я в Юлю проникал 2 раза. Мерзотная фраза, но все-таки. Даже, говорит, когда я другую, да, короче, вы поняли. Я все равно, говорит, понимал, что это мой человек. Мой человек, и все. Я Юле так сразу и сказал. Ты моя, ты моя. Ой, ее рода в нашем малыше. Да, и уродов. Ага. Ага. О, огурчики. Че, тебя на солененько потянул? Да? Придурок, у тебя банка огурцов просто на столе стоит. Ну ты что, сумасшедший совсем, что ли? Вы реально неадекватные или что? Вкусненькие. Беременна, что ли? Вот не дай бог сплюнь. Он уже сплюнул. Ты куда сейчас ребенка? Ну а что нет? Я, в принципе, хочу. Уже готов. А обеспечивать как ты его будешь? Тем более мне еще отучиться надо. Пивная Вот мне диета. ребенку 16 лет. Но мне тоже не 16. Давно. С одной стороны, мне это льстит, что Придурок. он как бы хочет детей, но с другой стороны, меня это пугает, потому что боже. мамой я в 16 лет становиться не готова. Однако через 2 недели жизни в Саранске я поняла, что у меня задержка. Я испугалась. В развитии. И пока не сделала тест, ничего не говорила Максиму. Что это такое? Ты не видишь, что это? Гирлянда новогодняя. Что это такое? Две полоски? Да. Это? Чего ты плачешь? Я посмотрю. У меня аж мандраж, руки дрожат, смотри. Я в шоке. Серьезно беременна, Сабин? Я что-то не вижу радости. Ну, ты же был готов к этому. Ты готов, я очень... Меня радость переполняет, слушай. Это круто очень. Чего ты плачешь? Сказочно. Зачем его только из дурки выпустили? Ну, у меня шок, что я успокойся. плачу. Ну ладно, шок. Счастье какой. Сабин, малыш мой. Я очень счастлив. Ты умничка у меня.
Там же жизнь. Масень. Вы же все, да, понимаете, то, что рядом с ними стоит оператор. Все возможные Оскары дать оператору. Я вам объясню, почему. Ты представляешь, вот как, насколько сложно ему не заржать, когда он это снимает? Я не знаю, у меня бы истерика была. Меня выкинули в первый день съемок сразу. Просто сразу. Ты моя лапочка. Я не знаю, но я бы усывался там. Зная себя, это конец бы был. Ты молодец, не Камермен. С радостью тебя. Да. Сам плакать буду, прекрати. Помнишь, раньше на руку одевался? Просто ноги отнялись, руки вот так вот, я думаю, да ладно, неужели? Ну, на самом деле хотелось. Я вижу эти 2 полоски, я просто в шоке, потому что я не готова стать мамой в 16 лет. Но больше всего я боюсь реакции родителей, хотя мамину я могу угадать заранее. Потому что она говорила нам с Максом, то, что до 18 лет, если там Сабина забеременеет, то я его там бошки откручу. Ну да, поэтому разрешила жить вместе. Сначала папе. Привет, доча. Как у тебя дела? Я беременна. Пап. Связь плохая. Это потому, что еще молодая дочь. Маленькая. Так что я очень сильно себя переживаю, дочь. Очень сильно. Ну а куда деваться? Справимся? Как-нибудь, да, справимся. Ты рад, что дедушка... А подскажи, говорит, где Максим сейчас обитает вообще, в принципе, находится? Не подскажешь просто, а где он? Далеко нет? Макс уже 2-ю границу пересекает. Будешь? Конечно, да, чё ж. Конечно. Конечно. С Максом за грибами пойдем, с лопатой. И возраст у нее очень маленький. Ну, что теперь? Значит, будем рожать. Мне когда говорят, значит, будем рожать, мне очень страшно становится. Особенно, когда это мужики говорят. Очень страшно. У меня очень бурная фантазия. Но все же перед тем, как говорить маме, я решила точно убедиться в том, что я беременна. И мы с Максом пошли на УЗИ. Волнуетесь? Есть такое. Да, это так трогательно. Заткнись, пожалуйста. Вы тоже волнуетесь? Конечно. Просто ничего не говори. Просто букву. Назовите и все. Смотрите на экран. Это вот он такой. Это он такой. Ты чего, я не пойму. Ты кольцо всевластия, что ли, проглотила? Что это такое? Что это, я не пойму. Око Саурона, что это? Что это такое в тебе растет? Скажи мне, пожалуйста. Да, такой малюсенький. Папа, что вы скажете? Смотрите, видно сердце. Я в восторге просто. Срок беременности примерно 5 недель. Потрясающе. Все чудесно, все соответствует размерам. Глисты, После походу. теста у меня еще не было как бы полной уверенности, то что я уже как бы 100% там. Арбуз прорастать начал. Когда уже я на УЗИ увидела вот эту горошину, тогда уже осознание пришло. Сердце, говорит, видите, вместе конечно, с вижу. осознанием пришел и страх. Нужно рассказать обо всем маме. Я боюсь рассказывать о беременности ей при встрече, поэтому решила позвонить. Готов выслушивать лекции? Да, и чё, конечно. Да, что мне? Привет, мам. Привет. Как у вас дела? Ну, в общем, как сказать, я беременна. В смысле? В прямом. Вы что, совсем что ли? Ребят, Савин, тебе 16. Ну и ты еще учишься. И что будете делать? Ну, муравью рожать точно не аборт. Ну да, никаких абортов 100%. Ты заткнись лучше. На что? На твои деньги. Выкарабкаемся. Я не знаю, живете днем каким-то, вообще не думайте ни о чем. Что они будут делать, я не знаю. Если она хочет жить с молодым человеком, пускай тогда они и живут, как уже своя семья. Я им предоставила жилье, а дальше сами. Мама базу выдала. Молодец. Домой я шла в подавленном состоянии. Меня очень пугает то, что после вопроса Мама мамы, базанула «На что же нормально». будете?» Максим вопросительно посмотрел на меня. Я должна решать. Не знаю, чем он думает, потому что что он может дать сейчас своему ребенку, если Он знает, сколько литр стоит разливного, понимаешь, в свои года. Через 10 лет это будет вообще прям элитное подразделение пивасных отдельных
спецназначения войск. Отдельная диванная дивизия. Морские котики. Там вообще песня будет. В 40 это вообще будет бомба. Он сам как бы то ходит на работу, то не ходит. Он сам еще на ноги окончательно не встал. Как дельфин. Мои опасения подтвердились прямо с утра. Макс с моей бывшей компашкой отметил новость о беременности, а теперь отсыпается, выключив звук телефона. Поэтому дядя Сергей, мой отчим, звонит мне. Алло. Привет. Здравствуйте. Где Макс? А он спит. Как спит? Я его тут уже час на объекте. Ну как жду, не нам спит, уже только надо спит. ехать просто срочно. Да ладно, он просто ничего не говорил, что он сегодня работает. Ну, вообще красавчик. То он опаздывает, то он вообще не приезжает. Мне вообще такой работник нужен. Я лучше другого возьму. Успокойтесь просто, сейчас разбужу, попробую, не знаю, как-нибудь с ним поговорю. Быстро, надо срочно выезжать. Просто прям тормоши его, пинай там. Срочно, чтобы Спецотряд Тахта. Я поняла. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Утюг убери из-под рук. Бан. Ты спишь? Ты чё, что ли? В смысле, что ли? Дай поспать. Тебя Сергей ждет на объекте, тебя уволят сейчас. Ну, Почему я беременная должна так за тебя переживать? Ты там ходишь, бухаешь. А я дома сижу, с похмелья уже. Сказал, вставай. я не пойду. Я говорю, вставай. Я не пойду. Не трогай его. Ты не будешь спать, Максим. На болевой выходи. Буду. Не будешь. Буду. Вставай. Давай. Да подожди. Сейчас обрыгаю тебя здесь по ласу. Тазик принеси. Бегу. Слушайте, надо все-таки бывшей сказать, как она скучно жила. Почему, я не понимаю, а где я? Почему я никогда не рыгал на палас? Почему мне тазики не приносили? Это звучит как угроза. Звучит как вызов. Я рыгаю. Еще раз такая повторится, Максим. Чай сделаешь? Подушка уже по лицу Чай получишь. сделаешь? Сделаю. Иди сделай. В тишине хоть соберусь. Иди. Главное, трусы из Мне жопы страшно, выковырить. на самом деле, что так дальше и продолжится и до рождения ребенка, и после рождения ребенка, то, что он будет так относиться к своей работе. Потому что, судя по всему, человек, он такой, который не любит работать. Ты много упустил. Звучит как тост. Нет, правда, а где, почему я ни разу... Я всю жизнь мечтал. А помните, как в этого «Осторожно, Модерн 2», когда Задов-то пришел? Что, говорит, не ждали папку? Почему я так ни разу не приходил? Что ж такое, а? Надо разочек это. Опять же разочек. А что разочек-то? Куда теперь? С кем рамситься-то? Я свободный человек. Куда? С кем мне рамситься? Надо самому с собой сценку разыграть. Да, зарамситься самому с собой. Есть где жить, есть что есть. Че на самом-то деле? Бедствуем, голодаем. И правильно. На улице, что ли, живем? Нет. Мама, конечно же, в квартире матери ее. И на следующий день пришла поговорить. Опа, поехали. Когда Макс на работе. А с Максом что? Что на работу не ходит? Ну, придет Макс, высказывай ему по поводу работы. Что мне все высказывают? Ну, а мне что Как зачем? можно Я здесь жить? тебе Как вы работу живете? прогуливала. Никак не живем. Будете делать, как будете жить? Не знаю, как-нибудь. Вы вот вообще живете каким-то одним днем и не думаете ни о будущем. Погуляли, потусили, а потом, ой, мам, я не подумала. Я сначала делаю, а потом думаю. И Макс также. Я не знаю, что с ним делать. Если вы не можете найти общий язык, то навряд ли что в будущем изменится. А для тебя есть яркий пример, да, наша ситуация с отцом. Когда он начал пить, руки свои распускать. Я тоже надеялась, что все изменится. Мы тоже очень сильно любили друг друга. И ты — это плод любви. Ну что за вопросы в чате? Нет, я отправился в свободный Тихий океан. Как дельфин. Да нормально все. Ну, ребят, ну что вы начинаете? Кто понял, тот понял. Никто не понял. Что это за вопрос? Мальчики, главное, задают. Странные вы какие. Что бы ни было бы, я тебя никогда с ребенком не оставлю, понимаешь? Да, слез. Понимаешь мне? Не верю.
Я не знаю, я вообще надеюсь. Но долго надеяться тоже нельзя. Если надеешься, то тогда постарайтесь какой-то общий... Я не знаю, Везер. Я не знаю. Я смотрю, я тебе говорю, у меня глаз дергается. Старайся Это потрясающе. Если любить друг друга. Потому что если так дальше будет продолжаться, любовь превратится в бытовуху. Так выпьем же за любовь. Если нет никакого стремления в жизни, а одна цель просто напиться и поваляться дома, это ничего хорошего в этой жизни не Так, у будет. меня вопрос. За всю жизнь максимум я вот прям, вот мы пили 3 дня. 1 раз в жизни. 3 дня, я не помню, что мы отмечали. Что-то было, это 100% по какому-то прям малому возрасту, там плюс-минус там 20, что-то там 22, 23 года. Я не знаю, что там было. На 3-й день уже как бы мы отходили. Я это состояние запомнил на всю жизнь. На всю свою жизнь я запомнил это состояние. Потому что это просто... Вот как мне вам объяснить? Это вот состояние... Я не знаю, просто, можно просто с ума сходить. Понимаете? Просто можно с ума сходить. У меня вопрос к опытным. Сколько можно... Сколько дней можно? Мне реально интересно. Я никогда не понимал, как бухают каждый день. Как эти киберспортивные единицы просыпаются и снова куда-то идут? Как это происходит? Месяц. Как? Мне говорит, батя 16-й год бухает. Как? Я так понимаю, это какой-то как ритуал. То есть главное подняться, потом ты идешь, потом догоняешься, тебе вроде бы как бы лучше, да? Мне просто правда это интересно. В чем кайф-то? Где кайф он где? Он на каком этапе кайф? Как это работает? Я клянусь, я хочу понять эту этот цимус вот этот. В чем там кайф? То есть если ты похмеляешься, но неосторожно, то ты ушел на следующий день автоматом, да? Я вам отвечаю, я никогда это не понимал. Как? Да не, просто... Я то ли далек от этого всегда был, от алкоголя, как бы, вот так выпить можно, там, немножечко там пригубить. Как бы вот это вот, чтобы, с тазиками. Но очень интересно. Давайте снимем дом. Сейчас прикинь, как мне тогда написали, у меня, говорит, муж только закодировался. Говорит, падла, не вздумай. 5 лет, говорит, без остановки. Я, говорит, только работу нашел. Когда я сказал, говорю, звучит как тост, она пишет, говорит, не вздумай. Говорит, да вообще просто заткнись, говорит, мы вместе тебя смотрим. Не подбивай. Абсолютно. Я молчу, все. Я Опасно, все время очень прокручиваю в голове наш разговор с мамой. Хочется верить, что Макс возьмется за ум и докажет, что мама Серега! ошибается. Алло. Но сегодняшнее утро снова началось со звонка отчима. Алло. Алло, ты где? Дома еще. Ты что ли? 1 раз не вышел, то проспал, 2-й раз не вышел. Мне сколько это еще терпеть надо? Что ты молчишь? Да сейчас собираться буду. А сколько времени? Собираться? Проспал. Ты уже должен быть здесь. А ты собираешься. Да, поздно еще Слушай, короче, мне это все надоело. Я тебя увольняю. О! Мне такое рабочее... Сейчас пойдет развитие. Всего хорошего. Всего хорошего! Даже забыл. Он что-то вчера сказал, то уходим, то не уходим. Я его сам не понял. Еще уволил. До свидания. Слушай, что ты начинаешь? Мало этих работ, что ли? В смысле мало этих работ? За работу не Если проблема. бы Чека не не я, найдет. то и эту работу ты не нашел начинай. бы. Официально Я устроюсь, не буду верю работать. твоим словам. Ну все, успокойся, тигры найду, Сабин. Работа мне не вкатывает вообще. Не мое, не знаю. О! Сабин, ты тут? Который наша в чате. Сделайте клип. Сделайте клип, вы знаете, кому эту нарезку скинуть. Кто постоянно смотрит мои стримы. У нас есть один товарищ, 31 год, он ни разу не работал. Знаете, что он сказал? Работа для рабов. И работать я никогда не буду. Я говорю, какое-то... Не мое, не мое это. Я хочу просто как дельфин. Как дельфин хочу просто, и все. Понимаешь? Такое сказать, но он... Слушайте, он прям растет в моих глазах. Не пойму, в какую сторону, но он растет.
Цитаты великих реально надо записать. Работа не мою. Здорово. Ну, как всегда, все как мы любим. Найти работу у Макса не получается. Мама каждый день стала приходить и капать мне на мозг, что, возможно, он не мой человек по жизни. Может, так стоит подумать, прежде чем еще там семью создавать вместе. Может быть, не стоит. Может быть, это не тот человек все-таки. Ну, я его люблю, в смысле, не стоит. Ну, у нас и ребенок. Как только в ваши практически конченые отношения влазит мама, папа, бабушка, подруги, дуры, либо друзья, кончалыги, этим конченным отношениям придет конец. Запомните это раз и на всю жизнь. Особенно, когда вот эти вот мамашки приходят и начинается. Ты вот можешь задуматься, но, по-моему, это все-таки не твое. Ну вот, ну не твое. Давай останешься одна, и будет все хорошо. Скоро будет. А зачем тебе второй ребенок? Это будет твой большой ребенок. С одной стороны, и как бы думаю, что если сейчас так же и продолжится... И вот заметьте, вот здесь самое главное. Идея начала зарождаться. Вы представляете, с какого бы количества проблем переезд в другой город для Максимки? Твое это или не твое, можно было избежать. Всего лишь навсего. Что сделав? Просто вот буквально-то, да, вот кажется, вот это вот, да? Всего лишь навсего нужно было брызнуть на занавеску. Но может быть на лицо. Очень, говорят, полезно. Маска. Да. Подписчицы говорят. Вот, поэтому всего избежать можно было. Понимаете? Но, так как мы крутые, мы все можем. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Особенно, если думаешь, как ребенок будет без папы там. Тяжело. Очень. Девушки, не слушайте Максимов. Они вас плохому научат. Да. Сразу лоб подставляйте. Я не понимаю, что мне... Поняли, девчонки, когда чувствует то, что подходит сразу, раз его! И на лоб. Запомнила? Молодец. Запиши. Можешь клип сделать. делать дальше? Успеет же. Ты в лицо его видела? Не обремененный интеллектом. Куда он успеет? В роддом успеет. И то, наверное, не проспится, не проснется. Плачу каждый вечер. Макс, видя это, решил кардинально все поменять. Кардинально. Решил с пива перейти на водку. Я предлагаю переехать в Таганрог. О, как. Там работы побольше. И зарплата получше. А жить я с мамой разговаривал, она сказала... Макс. Я почувствовал сразу в нем какую-то родственную душу. Вроде бы как дом возьмем. На права пойду отучусь. Машину возьмем. Такая, да? Искра про это пролетела. переехать. Потому что и родители тоже пили, тоже хочется съехать от них. Понимаю. Вот, мама будет против. Наш. У меня есть решение. Наш слоняра. И она тебе уже ничего запретить не сможет по этому поводу. Догадаешься, какое решение? Нет. Нет? Не, ну наш бы он не стал бы вот таким. Ты мне типа предложение делаешь? Не типа, делаю тебе предложение. Выйду. Выйдешь? Да. Согласна? Да, я согласна. Ну, Только пока что, да. с тебя кольцо. Обязательно. Люблю тебя. А он хорош. Ну, когда мы с тобой уже поженимся, мама тебе будет не указ. Ну да. Так что можем смело делать, что захотим. Я за то, чтобы переехать в Таганрог. Может, хоть там что-то да наладится. Конечно, совсем не о таком предложении руки и сердца я мечтала, но я согласилась, потому что очень хочу уехать из Саранска. Сегодня мы с Максом расписались. Сабина и Максим, я вас поздравляю. Я вижу, что вы любите друг друга, что вы готовы. Он в футболке в дворец бракосочетания пришел, понимаете? В трениках, в футболке. Макс, ты реально космос, брат. Ты вот если ты меня слышишь, я понимаю, что ты там актер, но ты понимаешь, ты просто за все выпуски, которые я смотрел, ты можешь сейчас опередить всех. Ты просто реально лучший, в той же причем футболке. Я вам предлагаю обменяться кольцами. Реально в трениках и в этих. Я вас объявляю мужем и женой.
секунду. Там не спортивки. Стой. Подожди. Подожди, Максим, подожди. Ну-ка. О, боже. Это вообще песня. В шортах. В шортах в ЗАГС. В шортах. А наши родители устроили нам небольшой праздник. Мама Максима тоже приехала, чтобы наконец-таки познакомиться лично. Шашлыки спалил. Как у вас все прошло? Нормально. Твою мать, взял мясо, сжег. Он просто за пивом на улицу вышел, но и параллельно в ЗАГС зашел, чтобы 2 раза не бегать. А чё? Кстати. О, Все теперь. поздравляю. Официально. Молодцы. Спасибо. Ну что, как они здесь? Как они вообще ведут себя? Как живут? Вроде Макс такой шустренький, может жару дать. Он уже дал. Ну, бывает иногда. Очень часто любит поспать. Есть такое дело. Макс, ты вот это давай, бери себя в руки и как бы уже семья, ребенок. Скоро к тебе приедет. Надо как-то Там вообще будет думать. кайф. Ну и что там в плане работы сейчас? Как? В Саранске нету работы. Я вот думаю, в Таганрог переедем с Алиной. Нет, Почему? никакого Таганрога, ей учиться надо. Ну, там поступит, переведется. Найдем что-нибудь. Найдете. Знаю, как вы найдете. Так же, как в Саранске работа находится. Все работают, а у вас работы нету. Я пока с этим не согласна отпускать ее. Я ее никуда не отпущу. Я постараюсь приехать в Нижний на съемки. Давай, приезжай. 25 числа я буду в Нижнем Новгороде, напоминаю. Там начнется розыгрыш автомобиля, между прочим, от Foster's PC. Или ПК, или PC, неважно как. Главное, что тачку будет. Сразу говорю, к моей бэхе никто не подходит. Фоткаться можно. Лапами своими загребущими. Трогать не надо. Я репост сделал. Все под контролем. Не надо там сейчас. Угу. Моя мама вместо того, чтобы поздравлять нас как бы со свадьбой, начала свою Да, эту сцену. аккуратненько то, что я мимо её никуда проходить. Не отпущу. Мама Макса решила с ней поговорить. Очень рада была с тобой познакомиться. Воочию, я тоже. Это у меня как бы насчет вот переезда ихнего. Я так понимаю, это ты им предложила, да? Нет, ну изначально Макс сказал, что мы хотим переехать, да. А, Я у всех как бы Максимов так. поддержала А, в вот, этом пожалуйста. плане. Спасибо. Как бы и юг Будем тоже, знать. сама понимаешь, природа. Не знаю, Беременная. меня, конечно, эта новость маленечко прям ошарашила. С моей стороны помощь будет на все 100%. Права там, устроиться на работу, будет как-то двигаться, дом купим, будут жить. Весь... Дом купите? Ну да. Все ж таки природа, юг. Ну, как бы и для ребеночка будет хорошо. Ну ладно, только при условии, если ты будешь помогать. Как мама, конечно. Мамашка сразу дочке. Дом купите? А эти придурочные уже расписались. Мама сразу. Туру-туру-туру-ту. Туру-туру-туру-ту-ту-ту. 50. Половина. Легчайший. Конечно, я понимаю Альбину, что она переживает за дочь. Но в то же время у нее 2 маленьких детей. Почуяла. Такого внимания, которое надо дать Сабине, там, Максу, она не даст. Я рада, что мама и тетя Лида понравились друг другу. Мама хоть и с сомнениями, но отпускает меня в Таганрог. В Зеленограде норм погоды 5 градусов. Холодно. Я надеялась, что переезд Скоро в Таганрог тепло. все изменит. Рыбу пойду ловить. Начнется взрослая семейная жизнь. Но Макс продолжает сидеть дома и хлестать пиво. Его не волнует даже то, что у меня начался токсикоз. Меня постоянно тошнит, а от запахов спиртного просто выворачивает. Но Максима это не смущает. Макс, ну ты нормальный, нет? А что тебе не нравится? В смысле, что мне не нравится? У меня токсикоз, меня от пива дико тошнит. Ты сидишь тут, пиво пьешь. Что, воняет сильно? Воняет сильно. Ты что мне обещал, что мы переедем, у тебя будет хорошая работа, а в итоге ты лежишь, смотришь фильм и пьешь пиво. Нормально? А что тебя не устраивает? В смысле, Жить что меня не жизнь делать. устраивает? Мама платит за Ну да, квартиру. на самом деле. Мама твоя всю жизнь нам за квартиру будет платить или что? Выливай. Что тебя не устраивает? На, Пиво ты еще раз не выльешь, я тебя Сам прокляну. выкинешь. Возьмешь сам и выбросишь. Да, Руки от честно, пива. Ты меня запарила, конечно. Максима трогай, пива нет. Подумаю. На твоё Сейчас инсульт поведение. хватит. Надышись, отдышись и можешь домой не приходить. Давай. Мгм. Квартиру оплачивает мама Макса, кормит нас тоже мама Макса, тянет нас просто мама Макса. Видимо,
Макс захотел поехать в Таганрог, чтобы... Я прошу прощения, просто для общего развития. А кто-нибудь мне ответит на один вопрос, потому что всегда, ну, все перестают думать головой. А девочка чем занимается все это время? Не-не-не, я не дефую Максимку. А чем девочка у нас занимается все это время? Кто ты, воин? А, Димон, здорово! 56 месяцев просто. Пост сдал, пост принял. Ничего себе, сюда просто. Уважение, уважение максимальное. Приятного просмотра, мой хороший. Давай, рассказывай, Лайк что поставил, там у нет? нас произошло. Ну, он опять вот он пьет пиво, приходит домой с перегаром, работу не ищет. На меня надеется Да. все время. Надо, наверное, остановить это все дело, и пускай немножко подумает. Потому что вот это... Мне просто тебя жалко, понимаешь, ты сейчас в таком положении, еще этот токсикоз. Именно еще от пива, прям от запаха пива вообще прям выворачивает. Нет, Может, подождите, у Максима депрессия. Давайте уже так, давайте вещи называть своими именами. У Макса сейчас тоже депрессия. И у него на фоне вот как бы беременности, да, мужчины, они всегда более, как бы, так скажем, да, они более эмоционально все воспринимают. То есть я считаю то, что, ну, Максима тоже можно понять. Пьет. Да. Я не знаю, может, думаю, может, у меня девочка будет, если меня так от пива выворачивает. Ну, по поводу девочек есть история у нас. Никита, мы больше не То голосовали. есть у меня родилась Спасибо. дочка. За Дочка следующее была аниме не больная, голосовали. парализованная. А что из-за чего? У меня родилась дочка. Сказали, что держитесь, крепитесь, ребенок у вас будет больной. Все 4 конечности, то есть ручки, Страшилка ножки какая-то были. прям. Полностью она была парализована, еще вдобавок у нее не было зрения. Каринка Обалдеть. прожила 10,5 лет. В тот день, когда... Мать хорошая уже, ну ты прекрати, пожалуйста. Ну ты Ой, чего я не тут понимаю, тут зачем нагнетаете-то? Что ты такие ужастики тут нарассказываешь? Тут и так все страшно, не знаем и как. Это рассказала, зачем меня напугала, потому что у меня скоро первый скрининг, Зарекс, где я буду заочно. курить все эти патологии ребенка. Мне теперь очень страшно. Жест. Из-за токсикоза я почти все время сижу дома. Вот, из-за токсикоза она все время сидит дома. Потому что она его придумала, да, так скажем, да. Борется, так скажем, с токсикозом, да. А вот если бы эта девочка замечательная была подписана на наш Бусти, понимаете, где эксклюзивнейшие фильмы, понимаете, вот где мы вместе с вами смотрим. Весь уже 3-й сезон аниме посмотрели «Атаки Титанов». Там просто, понимаешь, там смотреть, не пересмотреть. Она бы тогда и Максимке мозг не пилила. И тогда бы все жили счастливы и, скорее всего, умерли в один день. Да. Поэтому 100 рублей всего достоит. Просто букву, да. Ссылочка вот самая первая внизу в описании. Да. Спасибо всем, кто подписывается. Вот, пожалуйста. В месяц, кстати. Мне уже сносит крышу, ведь я одна в Как он это делает, вы не знаете? Как он это делает? Это просто, это... Как это вообще возможно? 4 стенах. У меня подруг здесь нет, даже не с кем увидеться. А Макс стал постоянно уходить с выпивкой к старым друзьям. И я очень переживаю. Вдруг Максим время проводит Никита, не с с ними, телеги. а нашел кого-то еще. Ты что там делаешь? Че, ленту листаю? Аватарку, смотрю, поменял. Можно телефон твой? Зачем? Ну, там, смотрю, тебе комментарии пишет какая-то Елена. Ну, подруга детства моя. Не-не-не, подожди. Дай Зачем? телефон Что сюда. за привычка? Ну, дай посмотрю, что ты что-то скрываешь от меня или что? Не вырывай, говорю, дурная привычка Сабины. Какая-то тёлка левая пишет, фоточка огонь. Почему я раньше о ней не слышала, а это Елене? И тут она у тебя появилась вдруг, откуда не возьми. Такое бывает? Такое реально бывает? То есть, подожди, то есть вам в ВК, допустим, или в какую-то другую соцсеть пишет кто-то комментарий, и после этого вам вкатывают скандал. Кто написал комментарий? Чат, подождите. Это то есть, вот, серьезно. Подождите, а как можно, ну, это типа соцсети, кто хочет, тот и оставляет, я понял, тут лучше ни о чем вообще не задумываться. Кидай ее в ЧС. ЧС! Написала! Комментарий! В ЧС сразу! Всех в ЧС! В смысле, с каких таких? Я жду. Да все, делаю.
Обними меня. Могут только по башке зарядить. Как он это делает? Да, на самом деле я понимаю, почему она переживает и беспокоится, проверяет мой телефон, потому что я уже обделался разочек, вот, потерял 2, доверие. максимум 3. Переписки — это все равно уже предательство, для меня измена. Максим несерьезно относится к ситуации. Работу особо не ищет, а над ревностью подшучивает. Я не хочу поднимать эту тему, правда. Это тема больная для многих. Вот серьезно, здоровьте. У многих, вот правда, я правда не понимаю. Мы когда с вами, вы не представляете, что было в комментариях под роликом. Я пересмотрел комменты, у меня глаз задергался. Помните коммент, на котором я просто, вот что-то мы разговорились как-то с вами, я просто задал вопрос. Если ты с девушкой, со своей жена, девушка там, просто вы только встречаетесь, нормально ли, что ты просто обратил внимание на другую девушку? Вы не представляете, там что разразилась буря. Там буря в стакане. Там просто вообще там... Вы там столько написали. Я говорю, у меня чуть с ума не сошел. Ну, то есть, типа, или наоборот. Ну, ситуация. Типа то, что девчонка просто обратила внимание на какого-то пацана. Ну, естественно, там не улыбаясь, там... Вот это все, без вот этой вот. Просто, ну, обратила внимание, мимо прошел. Парню можно, девушке нет. Я вам... Вот с такой ситуацией я сталкивался. А чё ты так посмотрел? Чё, понравилось, что ли? И я, знаешь, типа, вот так вот похлопал глазами, я говорю, хорошо, вторая ситуация. Смотрите, сейчас вообще мозг сломаю. Все, не могу, сейчас прорвет. Готовы? Сейчас будет разрыв. Больше полугода прошло с того момента. Просто представляем. Парень, девушка, просто пара. Пара, муж, жена, неважно. Просто вот, ну, они вместе. Все, долго, недолго, неважно. Все, вот идет вот 2 боевых единицы, так? Так. Начало то же самое, как вот там. Девушка, допустим, посмотрела на другого парня, либо пацан просто посмотрел на другую девчонку. Давайте даже еще усложним. Просто мимо прошли, он просто улыбнулся. Или она там пацану улыбнулась. Просто настроение хорошее. Так, все, стоп. Спокойно, говорю. Смотри, тихо, сейчас разразится. Опять, смотри, вот сейчас каждый, кто считает, что это... Типа, ничего в этом страшного нет. Он же, типа, идет со мной, или там она идет со мной, и что дальше? Что, глаза, что ли, закрыть? Вот кто так считает, все, ничего не говорите. Отойди в сторону. И дальше. А вот теперь все, кто считают, что это плохо, я вам сейчас вообще просто сломаю мозг. Я же не сказал, куда вы с парнем идете. Ну, или с девушкой. А вы идете на городской пляж летом. А что с лицом? А что за двойные стандарты? Вы на пляж идете, где все по факту в труселях и в нижнем белье. На обычный городской пляж. Что загнул? Обычная ситуация. Просто мы вышли на городской пляж. На обычный, просто никого не нудистский. А что такое? Да, это уже другое, ну конечно. Ты чувствуешь, какая засада, да? То есть, как бы такие двойные стандарты, типа, на пляже можно? Да, то есть, ну ты волей-неволей будешь смотреть... Не просто на проходящих девушек там или пацанов, да, в зависимости от пола, но и еще и полураздетых, которые одеты там, ну, там, в плавке, там, в купальнике. Но это другое. Ну, естественно. Вот вы представляете, насколько вот эта стереотипность, насколько вот этот вот маразм, он... Просто, вот, я не знаю, может быть, хоть кто-нибудь, если задумается над моими словами, может быть, у вас что-то в лучшем случае в хорошую сторону изменится в отношениях с близким человеком. Я серьезно говорю. Почему, если вы идете парой, вы не можете обсудить красивую девушку? Ну, в хорошем ключе обсудить. Там, смотри-ка, там, фигуру, там, еще что-то. Ну да, прикольно, там, знаешь, типа. То есть у вас общение уже не как у парня с девушкой, ну или там у жена, да, не суть, а как у друга. То есть в вас мужчина увидит друга, с которым он может поделиться своими эмоциями, не задумываясь, хорошо ли это или плохо. А можно это сказать? Или просто лучше вот так посмотреть и такой... Я случайно. Тебе показалось. Но нет, но это другое. Ну, он должен смотреть только на меня. Только на меня он должен по улице смотреть и даже на дорогу. Да, не смотреть. На тебя, любимую, он будет смотреть, да. Да, конечно. Да. И когда из дома он уходит, он только о тебе думает. Он ни о чем больше не думает, только о тебе. На работе, на учебе. Я не знаю, где, в общественном транспорте. Только о тебе. Больше некуда. Никогда ни на кого нельзя смотреть, да. Я и говорю, вы вот понимаете? То есть
насколько, господи, это... Ну, это бред. Это вот... Задумайтесь. Я такую довольно важную тему поднял. И даже старше меня люди задумаются. Может быть кто-нибудь. Повязку на глаза никому не надо лепить. А вот стать не просто партнерами по жизни, но еще и друзьями, вот это кайф. Подумайте. Такая тема для размышления. Моя мама на мои жалобы реагирует как обычно. 415-й, база, ответьте. Базевич выдал. Я поехала на разговор к тете Лиде. Вот. Иначе вот будете ходить. Привет. Хороший. Как Моя у вас хорошая. дела? Да такой себе, он сейчас будет вам на Макса Я жаловаться. блокнотик записал. Что случилось? Ладно. Да, ему какая-то баба фотографии лайкает, комментирует, спрашивает, что за тёлка. Он только говорит, что это подруга... То есть вот это по мнению многих нормально, да? Матерей посвящать, подруг конченых, еще кого-нибудь. Это как бы нормально. А вот с мужиком со своим побазарить, просто сказать, а что ты все пишешь? Или там, а что ты, слушай, там вот к этой вообще бабе пошел? Он там скажет, слушай, ну там не знаю, там, вот захотелось, а почему? И просто вот найти какой-то вот общий диалог, и ваши отношения станут вот так вот. Поверьте, они вот так вот станут. Потому что вы станете друзьями. Да, и не надо будет на телефончики друг друга брать. Не надо будет пароли на них ставить. Ничего не надо. Он будет у вас в свободном доступе лежать, потому что вам плевать. И вы сами захотите делиться со второй половиной всем. Вы скажете, вот тебе говорить просто. Я вам открою страшную тайну. Хотя за личную жизнь я не любитель говорить. Я просто как бы сказал, все поняли, да? То есть в чем были изменения в личной жизни, все, и кто не дурак, тот понял. Но вы скажете, а вот как вот? А вот у тебя как? А у меня вот так. Я вам на своем примере говорю. То, что это кайф. Это реально кайф. Это лучшее, что может быть вообще в отношениях, на мой взгляд. Продолжаем смотреть. Может быть, кто не задумается. Но это мое мнение, это моя жизнь. Просто я не это. То есть это просто мысли вслух. Это не панацея, ничего. У всех своя жизнь, у всех свое мировоззрение. Просто вам тема для размышлений. И не дают мне свой телефон. Вот. Также он опять бухает, не работает. Я не знаю вообще, что с ним делать. Вот это проблема его с алкоголем. Может его закодировать, если он Закодировать. сам в руках не держит. Ну, кодировка, я считаю, это самое последнее. Сначала надо как-то с ним более пожестче, я поговорю. И самое главное, все, вот сейчас точно последнее. Запомните, вот есть подписчики, которые смотрят меня со своими девушками. Ну вот есть же, да, такие? Там с женами, с девушками. Ну есть, 100% есть. Правильно? Что нет? Нет. Ответ. Вот. Ведь вот обращаюсь к вам. Запомните, мужчины. Самое главное. Самое важное правило в жизни, которое, вот если вы его будете соблюдать, это наилучшее, что может быть. Готовы, мужчины? Рассказываю. Если ваша женщина совершенно случайно написала, познакомилась, или ей написал, ей вряд ли написал, вот если она написала какому-то красивому, бородатому стримеру в зеленых наушниках, это вообще ничего не значит. Я вас уверяю, вообще ничего. Почему? Потому что самое главное что? Правильно. Стример, человек, он, так скажем, существо бесполое, да. Это как вот, оно только укрепит ваши отношения. Да. Поэтому, что? Это вообще ничего не значит. Я помогу, где смогу, советом. Я, так скажем, внесу счастье в ваши, заметьте, отношения. И никогда мне-то оно зачем? Понимаете, то есть я как бы внесу радость и счастье. Что? Нет, это вообще не считается. Мы с вами договаривались. Я когда только канал сделал, мы говорили. А особенно, кто девушку у нас на канале нашел, вот это вот вообще зашкварно. Да, там потом говорить, вот, там ты ему написала. Да, и что? Видите, вы улыбаетесь, самое главное. Погнали. Надо конечно. Да, ты тоже как жена. Держи его Кто? поближе на поводке к себе. Сабинкины О, на жалобы, поводке, конечно, всё. достали меня. Просто я думаю, женщина должна немножко быть хитрой. Вот у нас Хитрый, вас и говорит так про хватает. женские хитрости, но он не это не действует. Как-то воспринимает, типа, ой, да ладно, она не будет, наверное, ругаться на меня. Настало время первого скрининга. Я очень волнуюсь.
потому что Кого? не могу забыть рассказ Она ж тети ходила. Лиды о трагедии с ее дочерью. Нет? Неужели патологии по линии Макса передадутся моему ребенку? Она Я ведь ж так уже хочу говорила, нет? девочку, но теперь я страшно этого боюсь. Так, ну давайте посмотрим сердечко. Все 4 камеры на месте. 54 камеры. Вот оно, видите, как бьется. М. Все с вашим малышом хорошо? Спасибо. Я очень счастлива и рада, Пусть-то что вытри. после первого скрининга никаких патологий у моего ребенка не обнаружено. Ребята. Ну что? Что у вас? Блин, мне кажется, вот это реально был самый такой стрёмный момент. Я почему-то, мне кажется, я его больше всего боялся. Честное слово. Мгм. Ты знаешь, вот почему-то я вот сидел и думал, вот как вот. Почему-то вообще, когда там народа повезли, я говорю, да, и все, и нормально. Вообще даже, ну, как не было. Ну, так немножко переживал, конечно. Все, чики-пуки. Что доктор Почему-то я вот сказал? этого вот боялся, вот Патология этих там вот чё? всяких. Ну как, все Все, нормально. нет, все хорошо, патологий никаких нету, ребенок развивается отлично. Все, тюфика на работу и береги же невесту свою. Придурочную. Ну, слава богу, все нормально. Без Ну, всяких. слава богу. Камень ушел с сердца. Ну, я обрадовалась, конечно, очень этому, что все хорошо. Пришли на скрининг, а там кролл. У вас? Чудеса. Мы с Максимом впервые идем в детский магазин. Мне так нравятся все эти маленькие вещички, но и заодно хочется прицениться. Смотри, какой классненький. Косарь. Полторашка. Да, прикольный. Цену видела? Ну так может работать надо, чтобы на цены так не смотреть. Пиво Глянь, само какой себя не комплект купит. классный вообще прям. Ух ты, Материал симпотный. такой хороший. Давай возьмем. Ну, подожди, сейчас на карте гляну, сколько он денег осталось. Да, вот такой белый, это самый кайф брать. Всем рекомендую, особенно когда малыш постоянно срыгивает. Только когда он рождается, он там ест, постоянно у него что-то вытекает, проливается. Это самый потрясающий комплект, который можно купить. Я всем рекомендую, да. Так вообще, да, неплохой. И мальчику, и девочке подойдет цвет такой Действительно. нейтральный. Ну да. Потом на Евровидении Не, выступать слушай, будет. Савин, мне не хватает денег на него. У тебя вот как всегда, у тебя вечно ни на что не хватает денег. Давай пройдемся, может, что-нибудь купим. Да у тебя ни на что не хватит тут денег. Он, видимо, понял, что можно лежать дома, под телеком, пить пивас, грызть семки, продолжать жить на 750 маминой рублей. Ты шее, представляешь, его всё сколько это можно устраивает, Пивандеполу и купить? работу он искать, как видимо, не собирается. Там уже один в розовом выступал, Евровидение выиграл. Я поняла, что если сама не помогу Максу найти подходящую вакансию, то он не найдет ее до пенсии. Что опять делаешь? В телефоне лазю. Пошли лучше работу посмотрим. Иди сюда. Работа. Ты Работа вообще в какая-то. какой сфере? Что вообще ты хочешь сам? В сфере... Пивнухи нормальный зарплата. Крутить в пивнухе? Ну, я если тебя отрежу. В Я сфере тебе пивоварни. находила вакансию мангальщик. 2500 за смену, что тебе не Ну, нравится? далеко Сколько? туда идти. Прям далеко. 1,5 километра идти. Я сейчас еду в магазин, я приеду с мамой и... И я такой вспоминаю, как на службу ездил с Клина в Москву каждый день, 5 лет. А до этого в институт еще 5 лет. И у меня вот так вот слеза течет, вот так вот скупая. А этот тюфяк, он не может выйти. Он 1,5 километра пропердец. Ты уже договорился о Ну, собеседовании? сейчас позвоню. Поедете, Договаривайся. позвоню, узнаю. Я ему не особо О, верю. боже. Но, с одной стороны, может и правда, может еще есть надежда, что он все-таки изменится и справится. Пока мы с тетей Лидой ездили за продуктами, Макс позвонил Надежды и точка сказал, нет. что обо всем договорился и идет на собеседование. О. Я решила его проверить. Алло, здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, вы ищете человека на мангальщика? Да, у нас открыта вакансия. А можете подсказать, Максим Хлобысин сегодня к вам подходил на собеседование по поводу этой вакансии? Нет, сегодня вообще никого не было. А может, он звонил вам, договаривался? Нет, Нет, вообще? никто не звонил, никто не приходил. Я почему-то Работу до сих пор задумался. я найти здесь Я почему-то задумался, а что будет, когда у него закончится 850 рублей на карте? не могу. Но так как Сабинка мне пилит мозги, я делаю вид, что типа иду там на собеседование. Но на самом деле там иду... Ты представляешь, как он от работы упирается? Пивку. Года 3 назад тоже с девушкой жил. Ну и тоже, не знаю, постоянно ругань вот за этих денег. Да, есть такое. Пилит. Надоело, поругались, уехал.
А я так уже не могу поругаться, уехать, и у меня уже все. У меня еще и ребенок, прикинь. Сейчас надо это купить, то купить. Не представляю просто. Ну, Макс попал. Малой советует микрозайм. В любом случае придется ему работать. Дорога Надо в один конец. Стабильность какая-то. Макс до позднего вечера не отвечал на звонки. Моя злость на него перешла в испуг. Я даже пошла в полицию, но заявления не принимают, если человека нет всего несколько часов. А когда вернулась, все стало понятно. Чё за В смысле? в коромысле? Я с другом просто встретился. Мы с ним давно не видели. Несет. Несет, конкретно несет. Почему ты домой пьяным приходишь? Ты То есть вообще довожу вообще своим вкуриваешь своей головой? алкоголизмом своим довожу тебя, да? Ты что ли, скажи мне? Алкоголизм. Я тебе говорю, ничего, просто я встретил друга, мы заговорились просто. Лучшего? После работы, думаю, ну, Новосибирск? пошли там, недалеко от работы есть бар. Сходим у него, пивка бахнем, и все. Я тебе сказала, еще один раз такая будет, я собираю вещи и уезжаю. А ты можешь, да, Да, я знаю. могу. Да. Вот для тебя вообще нет разницы. Причем тут ты была и не беременная, я не работал, забивал. А сейчас то, что я и беременная, ты также пинаешь, можно сказать, и в баре сидишь, бухаешь со своим другом. Мне нужен какой-то алкаш, бухарь. У меня детство такое было, спасибо, мне такого больше не надо. Иди. Чего? Я сказала, выходи. Я осуждаю Иди. все эти Подожди, драчки. да хоть обуй, ты меня выталкиваешь, слышь? Ты босиком чем можешь сходить? Да, пока. Надеюсь, больше не увидим. Я только начала доверять обратно Максу, и опять с его стороны предательство, то, что он мне врет. И уже я Господи, да не будет он работать, он тебе сказал, ему насрать. Ты не поняла еще? Ну что ты хочешь добиться-то? не Ну знаю, он как сказал, реально работа не мое. Я выгнала Максима из квартиры, и прощать его я не собираюсь. Через месяц. После того, как я выставила Макса из дома, из квартиры я не выхожу. Ля. Не с кем, да и незачем. И это сводит меня с ума. Но на очередные извинения Макса и его пустые обещания я больше не ведусь. Я ему не верю. Но на днях позвонила мама Максима и пригласила меня в детский магазин на шопинг. С ней я отношения хочу сохранить, поэтому я Не, мать согласилась молодец. встретиться. Мать молодец. Топит, помогает, что-то пытается, старается. Серенький, прикольный. Давай, может, этот посмотрим еще. Такие штучки. Как тебе? Ну вот можно вот эти взять голубенькие. Ну, выбери еще что-нибудь. Вот эти вот нравятся. Выбрала? Да. Также тетя Лида рассказала, что Молодец, Макс Макс. доложил ей о нашей ссоре, и она уже устроила его на завод. Он как 2 недели там работает, пытается измениться и очень хочет со мной помириться. Ничего не получается. Максу, конечно, с мамой повезло, потому что она и за квартиру заплатит, и с деньгами поможет, и помирит нас. Ну, Не, я мать думаю, молодец у них вот это всё вот, вообще прям получится. топит. Они помирятся. На 2 работах, матушка, я говорю, вкалывай. Послушав маму Вкалывай. Максима, я решила все-таки поговорить с ним. Я осознал, типа, так поступать нельзя. Я все-таки отец ребенка. Поэтому сейчас буду делать все, чтобы мы помирились, она меня простила. Сабиночка, прости. Я не хочу вообще с тобой не разговаривать. Пойдем домой, обсудим все будет хорошо. Я тебе честно слово говорю. Ты меня сейчас Оператор шумаришь просто вообще бомба. конкретно. Подожди, ну это понятное дело. Я там с другом пообщался, да, мы сходили в бар. Да, я выпили пришел пивка. домой вот такой вот. Ну, Нормально? Бывает. После бокала пива? Что бывает? Ну, бывает. Не бывает. Такого больше не повторится, Сабин. Месяц, что мы были с Максом врозь, был для меня каким-то адом. Я понимаю то, что без Макса я жить вообще не могу. Я все-таки смягчилась и решила не рубить с плеча и дать ему самый последний шанс. Самый-самый пред последний шанс. О боже. После примирения у нас с Максом Да. как будто начался медовый месяц. Он не пьет, не прогуливает работу. Отпросился только тогда, когда нам нужно идти на второй скрининг. Сегодня мы узнаем пол ребенка.
Что я могу сказать? Вот он, ваш мальчик. Сейчас прям четко видно. Пацан. Пацан. Четко видно, будет в харде играть. У вас мальчик. Радуйтесь. Девушку хотелось. Следующая девочка будет. Была за девочку, но самое главное, что малыш здоров И он сказал, хорошо следующий будет. развивается. Максим сразу после скрининга помчался на работу. А я Она без решила Макса не может, а порадовать чатик маму, без Леши не что может, у по нее факту. будет внук. Привет, как дела? Нормально, вот Сузи пришла. Ну, Сузи. что вам сказали? Мальчик будет. Тихо, что ли? Привет, Ами. Владик, у тебя племянник будет. Ай, обалдеть, как хорошо. А сколько у нас вещей на мальчика? Вскоре Максим получил первые деньги, и я решила напомнить ему о кроватке. Чекай. Все бабки спущены в никуда. Поехали. Давай, Макс, не подведи. Которую мы с его мамой присмотрели в магазине. Просто давай. Кроватка вообще классная. Я не Там сомневаюсь она в нем. еще внизу так с комодиком идет. Только не подведи. Комод есть? Да. С маятником. Сколько Просто не говорила, подведи. стоит такая кроватка? Просто не подведи. Пол 13 тысяч. Ну, солидно. То есть без кроватки никак? Конечно. Я думаю, не обязательно. Также можно и в коляске. Ты вообще что ли глупый? Либо с нами, либо в коляску. Сабин. Иди в него. Сабинка, она вообще драматизер тут еще. Чуть что Действительно. сразу там вулкан взрывается, все дела. Ну. В руках же можно носить ребенка на улице. Что такого-то? Коляска тоже она, в принципе, не нужна. Кроватка не нужна. Одежда, но можно в плед укутать. В пододеяльник. Не знаю, в наволочку. Что? Ну что? Пока маленький, можно шапку растянуть, в шапку положить. Как яйцо новогоднее. 13 тысяч сами себя, извини меня. Это уже целая раковина пива. О, дает, а? 13 тысяч. Ну, конечно, я ответила, то, что, типа, что вообще, как будто он не понимает то, что у нас будет ребенок. Он не скоро понимает. станет отцом. Он не понимает. Еще раз тебе говорю. Макс совершенно не ведет себя как отец. А еще мне позвонили из больницы. Что-то не так с анализами. У меня низкий уровень железа в крови. О, вот это вот она Будет постоянно. провести в палате. А он продолжает Анна шутить. Жигулевскую. Слушай, ну давай хоть отдохну от тебя. В смысле, не отдохну? Вот не дай бог я узнаю, что ты опять там загулял и работу пропустил. Не дай бог такое будет, поверь. Я начальнику Да не, позвоню, не будет, узнаю, да не выпускаешь, будет. ты не Всё нормально выпускаешь. будет. Надеюсь. Так, Надеюсь. все, в дорогу не ругаться. Я очень сильно переживаю, как бы это... Я за Макса может вообще сейчас не отразиться на здоровье переживаю. малыша. На следующий день я прошла дополнительное Макс не подведет. обследование и тут же попросила Макса приехать. Рассказывай, как дела? Сказали, что у меня укороченная шейка матки. Из-за этого могут быть преждевременные роды. Вообще, короче, страшная штука. На дрочках. Короче, нет, в неделю тусить. А что с работой там у тебя? Да все нормально, работаю на заводе. Тоже 4-2 график, поэтому начать сейчас не получится. Ты, главное, не прогуливай. Да ну куда? Люблю тебя. Я тебя люблю. Чекай. Пиши, главное. А ты отвечай. Что? Ладно. По нему видно, что он испугался, тоже переживал. Человек, он в чате пишет. Little Fox вообще. Так у беременных железо часто низкое, как лаборант, говорю. Это не важно. Там шейка матки. Ты не понимаешь, что ли? Начинаешь ты. График свободный. Я в больнице нахожусь 4 уже 3 через дня. 2. Сегодня 2 мне пью, поставили 4 дома. писарий. Устройство, которое снижает риск преждевременных родов. Что это? Я из-за этого сильно переживаю. Хочу поделиться этим с Максимом. Со всеми. Не зоны Мне страшно, доступа, мне мы нужна не поддержка. опознаны. И до Макса я не Не дозвонилась. зоны доступа. Поняла, что мы. что-то творится неладное. Не зоны Позвонила доступа. его начальнику. Алло, здравствуйте. Я хотела поинтересоваться, у вас Максим Хлобыстин работает. Какой я Максим? жена его, не могу дозвониться до него. Да, Максим, знаю, но он у нас больше не работает. А как, почему? Кто-то сомневался? Есть люди, которые сомневаются в телескопических способностях вашего любимого стримера. Ну или не очень любимого, но неважно.
Вы понимаете то, что просто вот читается вообще просто как книжечка открытая? Максик, он не подведет, я же говорю. Один день пропустил, потом второй день пропустил, мы его уволили. Ага. Я просто в конкретном шоке. Очень разнервничался, хотел как бы чуть-чуть забыться, ну и накидался. Еще и на работу не пошел. 1,5 В бокала больнице пива я выпил. схожу с ума от ревности. Мне кажется, что Макс нашел другую и бросит нас с будущим малышом. О боже. Может быть, там не только алкоголь, может быть, там еще и бабу есть. Может, у него опять пошли эти измены с его стороны. Нет, конечно. Не было, и вот вам, нате. Сегодня меня выписывают из больницы. Я удивляюсь, чему она удивляется? Она знает, что он ходит к другим бабам и как бы любит пивка засадить с друзьями. Она удивляется уже этому, уже скоро рожать. Она все удивляется. Чего удивляться? Либо смирилась с тем, ну, то, что вот так вот. Либо все, просто до свидания и все. Тут другого не дано. Никакого нет. Макс, захожу домой. Где эта сволочь? Максик. Его нету дома. Стоит опять пиво. Он опять забухал. Его опять же все очередные обещания превратились в ложь. Че, дома уже? Куда собираешься? Тебя это должно, куда я собираюсь. Отвали. Дай сюда. Куда собираешься? Вот, на. Да, себе На, оставь, держи. себе оставь, пусть будет. О, ну все, ну успокойся. В Хватит. смысле успокойся? Ну, Тебя опять уволили с работы. Ты мне говоришь успокойся из-за того, что ты опять бухаешь. Ты сам не бросишь пить себе. Нужно еще раз простить. И вот в следующий раз точно все будет по-другому. Пред, последний раз. Тебе, может, закодироваться надо? Все, ну прекрати. Я тебе Что говорю, найду прекрати? работу, перестану пить, Сабин. Ты никуда не уедешь от меня. Митя, 100%. Почему? Слышь? В смысле, почему? Потому что я люблю тебя. Ты Ну, просто пожалуйста, себя как ведешь, ты понимаешь это? Мне нельзя нервничать. Ты не плакай, пожалуйста, тебе нельзя нервничать, успокойся. Возьми колечко, пожалуйста. Как это работает? Прости меня. Как он это делает? Это последний шанс, Максим. Я услышал. При каждой нашей ссоре... Чекайте, когда буду выгружать видос на YouTube отдельным видеороликом, обязательно назову пред, последний шанс Максима. Прям вот так вот и назову. Вы обязательно лайк поставьте за Я оригинальность. почти всегда думаю, что я сейчас подам на развод. Но я не понимаю, каким он таким волшебным даром обладает, что ему так удается меня переубедить. Скорее всего, так любовь на меня влияет. Понял. Макс и правда старается загладить вину. Быстро нашел работу на автомойке. Но зарплата маленькая, 30 тысяч рублей в месяц. И как на нее жить с ребенком, мне непонятно. Особенно, То есть если на мама 40 Максима нормально, перестанет платить за а нашу 30 квартиру. как бы... Привет. Привет, Сабин. Как дела? Ничего, пойдет. У тебя как? Да вроде получше. Сабина, а дом-то купили? Не купили. Ага, а где живете? Ну, у нас в съемной квартире. А если у Максима работы не будет, то на улицу пойдете, что ли? Не знаю. Ну ладно, вон сейчас на работу устроился. Молодец. Батя читает. Нормально все будет. С мамой рядом оказался дядя Сергей. Начал опять учить меня жизни. Я понимаю, что ей и так сейчас уже достаточно тяжело, что критикой сейчас делу не поможешь, и ей просто нужна поддержка. Вечером, когда Макс вернулся с работы, я начала разговор о нашем будущем в Таганроге. О чем? Мы приехали сюда. Ты говорил, да что ты найдешь О чем хорошую еще раз? работу с хорошей зарплатой. Мы купим свой дом. А в итоге... Че ты начинаешь, Сабин? Ну успокойся. Не, подожди. Про дом говорила мать. Не надо путать соленое с горячим. Да в смысле успокойся? Сколько раз такое было, то, что ты забухивал, загуливал и все, и кидал. Как же они ждут с матерью дом. Как же они ожидают дом. О боже. Ты понимаешь, вот максимальное ожидание дома. Дал работу. Было пару раз. Сейчас нашел, нормально все. Если все хорошо, то возьми ипотеку, чтобы мне было спокойнее. Какая ипотека, Сабин? Это какая переплата? Ты че? Боязно ее как-то брать. А ребенка тебе было не боязно заводить? Ну давай завтра или на днях схожу, узнаю насчет ипотеки. Да и вообще, на самом деле, я не понимаю, как я буду оплачивать эту ипотеку. Мне бы аренду квартиры оплатить. А то мама помогает.
Сегодня на третий скрининг я иду одна. Пусть лучше Макс зарабатывает. Не хочу, чтобы он отпрашивался. Как вы думаете, Но где если бы Максим? Я знала, что услышу от врача. Двукратное отбитие. Купальня 2,1,0. Выбирается носиком. Видно, да? Носиком. Обвитие пошло. У малыша двухкратное обвитие пуповины вокруг шеи. Мне страшно, ведь роды уже совсем скоро. Надо личинку доставать. Что делаешь на работе? Да, работа, говорю, да. На работе, да. Ну, тут быстрее не получится, потому что это полный. Мне сказали то, что у него двухкратное обвитие, и это опасно во Запутался. время родов. То, что там могут и кесарево делать, и, может быть, гипоксия у плода. Очень переживаю, я не знаю, что делать. Мне очень страшно, и что мне там одной, и как вообще быть? Слушай, ну я не знаю, чем я могу помочь? Ну, поприсутствовать на родах со мной. С тобой на родах? Да. Чего молчишь? Ты еще думать будешь? Ты нормальный? Нет, Максим. Когда мне Сабина предложила Так, я все понимаю, что там двойной арабский хват ногами, но, мать, я тебя очень прошу. Я когда слышу поприсутствовать на родах, мне дурно становится. Я просто прошу по-человечески. Не надо. Не надо, дядя! парные роды, я вообще я опешил просто, у меня слов не было. Ну, Сабинка Не, ну если сразу тюфяк на это сканула, подкинется, спросила ну это про будет помощь. просто привет. Меня очень сильно задела его реакция, то, что он еще начал сомневаться в этом. И мне очень обидно. В чем? Я очень расстроена и зла на Макса. Но мне Она понимает, что такое роды, нет? Ну, вообще, в принципе, понимание есть? сейчас нельзя нервничать. Стараюсь отвлечь себя уборкой. А ты что это, режим Золушки решила включить? Это ты зря. Че обиделась? Ну, хоть тебе нельзя, ну успокойся, дай веник. Я сам потом подмету. Потом. Подмету. Ну, что ты обижаешься? Я тоже испугался, мне страшно. Тебе страшно со мной в такой тяжелый период побыть? Так, может, маму попросим? Мне правда взять в Саранск, уехать? Я пойду сейчас вещи собирать и поеду к маме в Саранск. Помочь Хочешь? пойти собрать? Пошли, поможешь собрать. Не надо, я пошутил, успокойся. Что успокойся, не надо меня успокаивать. Сядь. Тебе нельзя сейчас нервничать, Сабин. А ты меня заставляешь нервничать, как и не нервничать? Угомонись. Сядь. Я твой мужчина, я буду с тобой на родах. Я решил. Пойдем вместе. Точно? Да. Будем вместе, я тебя всегда буду поддерживать, не переживай. Мне теперь не так страшно думать о родах, потому что Макс будет со мной. Гадание на кофейной гуще, если надо, кому обращайтесь. Просто прочитано. От дебила. А! Ты что делаешь? Так, ну-ка мне здесь эти свои раскривушки. Я чуть инсульт не хватил. Значит так, коротко докладываю. Я манал того рот. Короче, Макс там, что-то ему очень плохо. Тут личину достают. Макс в обмороке. Прединфарктное состояние. Макс плачет. Просто, пожалуйста, давайте на выписку. Давайте просто, ну вот просто вот и все, ладно? Я очень боюсь. Я очень боюсь вот этих моментов. Это YouTube с ума сразу сходить начинает. Солнышко, золото наше маленькое. Даже... Как я ненавижу, когда вот так сюсюкается. Господи. Вот это чухлик. Кто это у нас тут такой холесенький? Ох. Я прям сразу куда-нибудь либо уходил, вот сколько я помню. Ой, какой миленький, а кто это такой, а кто? Ты представляешь просто вот, что видит ребенок? Я понимаю, что он вряд ли что-то понимает в этот момент. Ты представляешь просто, что он видит? Вот эти огромные рожи, которые над ним спускаются и... Ох. Ромочка. Как Мне в фильме кажется, «Ужас». губы у Ромы Максима, носик Сабинкин. Ну, глазки еще не видно, конечно. Он спит все время. Жаль, Как что Максим. мои мама и папа живут далеко, и сегодня они не рядом со мной. Действительно, приехать-то сложно на выписку дочки. Вот еще.
появлением малыша все в жизни Я сейчас начну волноваться, я серьезно говорю, здесь сейчас начнутся заплывы, здесь сейчас понесется, здесь мойка, подмывание, обмывание, я очень сильно начинаю переживать. Потому что там не всегда все блюрится, и может хвостик вылезти. Я правда говорю, это здесь начинается. Может, покачаешь Ромку? Я так устала, пожалуйста. Сабин, давай сама сегодня, мне на работу утром рано вставать. Меня это очень сильно обидело и взбесило, но работа тоже сейчас важна, и деваться как бы некуда. Согласен. Усталость дает о себе знать, глаза закрываются на ходу. Макса дома днем не бывает, поэтому прошу помогать его маму. Что хочу с тобой поговорить. Вот. Как бы на следующий месяц я уже не смогу вам помочь оплатить квартиру. А в том месяце тоже вы оплачивали? Да. Мне Макс не говорил, что вы в том месяце. Я думала, он оплачивал в том месяце сам. Ну, у него там не получилось. Ну, я Не фартануло. уже, что ему говорила, что в следующий месяц я уже не смогу. О боже. Будем что-то думать. Надеюсь, заработает, не знаю. Ну, я думаю, заработает, конечно. Заработает, конечно. Как бы Максиму надо уже шевелиться. Я очень устала. И опять это какая-то очередная подстава, и у меня все меньше желания жить в Таганроге. Как с домом дела обстоят? Просто держу в курсе. Алло, привет, мам. Привет, Карин, как дела? Мать хотя бы к ребенку приехала, хотя бы после уже родов, там, не смогла на выписку приехать. Ну, куда-нибудь. Мать сможет приехать, нет? Да, она вообще такое видела себе у вас внука? как. Да ничего, пойдет, что опять школа? Там Макс на работе постоянно, с ребенком одна не справляюсь. Может, вы приедете? Ну, я приеду вместе с детьми, если только. Ну, хорошо, я по ним... Там как раз кашляет на фоне один. Я по ним тоже соскучилась. Сердце очень переживает и болит, когда твой ребенок очень далеко. И ты не можешь быть в самые важные моменты рядом с ней. Люблю их очень. Так сильно люблю, что даже не приехал. Ой. Я очень хочу серьезно поговорить с Максом о том, почему за квартиру снова платит его мама и почему он до сих пор не решил вопрос ипотеки на дом. Но понимаю, что другая проблема для меня... Вы придурочные, вы ипотеку чем платить будете? Ты пойдешь на дорогу работать или куда? Как? Ну, вы же понимаете, сейчас первоначальный там взнос сколько там, 20-30%. Вы понимаете, сколько вообще дом стоит? Вы понимаете, что такое дом вообще и содержание дома? Вы понимаете, сколько надо вкладывать в дом? Нет? Никто об этом не задумывается. Всем вообще, да? Гораздо важнее. Я который день не могу связаться с отцом. Потрясающе. Я не знаю, я ему звоню, он уже несколько дней не отвечает, уже переживаю, потому что он же говорил, у него там какие-то проблемы со здоровьем. Я ему звоню, он не отвечает. Дайте телефон, может, еще раз попробую набрать. Ща. Главное родить, да. Алло. Продолжается попытка дозвонить. Я не знаю, что с ним. Я переживаю за папу, потому что он может, опять же, забухать, уйти там в загул. Либо же у него проблемы со здоровьем. Вот. Это потрясающе. Кроватку, кстати, с маятником Сегодня купили, все приехала дела. моя мама. О, вся когорт. Поехали. Когда я ее увидела, я поняла, как сильно по ней скучаю, и что все наши обиды в прошлом — это полная ерунда. Заходим в ее квартиру, вижу ее глаза, понимаю, насколько я соскучилась. Очень.
Ромик такой маленький. Счастье. Привет! Маленький ангелочек. Смотри, кто там. Чё, вы как? Нормально. Чё, переволновался, что ли, тоже? Я, да, проникся этим моментом, когда увидел. Когда, говорит, я увидел не литр, а 2,5 литра, я настолько проникся, что как бы это... Я вчера смотрела условия ипотеки, минимальный платеж от 70 тысяч на 30 лет. Я буду жить в коробке, как кролик. Ты знаешь, я тебе одно хочу сказать. 30 лет, я тебе правда говорю, если 70 тысяч выплачивать 30 лет, это вот лучшее предложение, мне кажется, на рынке, которое вообще в принципе может быть. Лучшее, да, 30-ка. Тут как Сабинка отреагировала на приезд мамы. Вот, и мне самому 70 приятно тысяч. стало. Они Прошу долго прощения, не виделись. 70. Мне кажется, у меня Владик в 2 раза больше был. Да? Ну, лучше. Да. Ты что меня учишь? Я 3 вырастила. Да? Ромик, Тебе не ты у меня будешь маленький гномик. Владик, кто там? Кто там? Мне нужно поговорить с мамой наедине, поэтому мы отправили Макса с детьми в магазин. Ну, Сабин, рассказывай, как тебе Таганрог? Что-то я проехалась. Не Да больно вообще не впечатлила. нравится мне. Сейчас бы мать Макс учить с 3 уехал, детьми. говорил, с хорошей работы тут. Мама говорила, и дом будет, и права будут, и подобного. Я вообще жалею, что сюда приехала. Айван, да походу дело так и надо сделать. Спасибо за 2 евро. Его уговаривать. А что, он не хочет в Саранск возвращаться? Вот не хочет. Ну, давай, может, мы вместе с ним поговорим. Вот я думаю, вместе стоит попробовать, может. Что скажешь? Может, ты как-то на него сможешь повлиять. Сабина, она на самом деле очень сильно обеспокоена тем, что Ой, Господи. они могут вообще оказаться на улице. И вообще, как дальше жить они будут, она не знает. На следующий день город накрыл ливень. Мы кое-как добрались до кафе, куда пригласили маму Максима. Я хочу всем рассказать о своем решении. Давай. Я вообще приняла такое решение, то, что я хочу вернуться в Саранск. Потому что мне тут вообще не нравится. Ты с мамой хочешь обратно уехать? Я хочу с тобой и с ребенком уехать в Саранск. Максим, ну ты сам подумай. У нас там есть свое жилье, своя квартира на вашем распоряжении. С работой тебе Сергей поможет. Ну, ты же работал с ним. 3-й раз. Тут даже если ты будешь зарабатывать 30-40 тысяч, у нас будет только 20 тысяч уходить на квартиру. Не, я все-таки подумаю. Прям так я... Нет, ты подумай, серьезно, очень много плюсов. Мы рядом, я буду помогать с ребенком. Там она продолжит дальше учиться. Как ты, Ладно, говорит, поехали. меня... Согласен. Да вообще, говорит. Тут подключилась тяжелая артиллерия. Это мама Сабины. Тяжелейшая. Моя мама начала подакивать, я вообще не понял. И тут уже деваться некуда. Ломанули меня. Но есть... Слушай, я тебе напоминаю то, что у тебя между ног есть пенсил и 2 маленьких вот таких вот перепелиных, скорее всего, яичка. Смотри, ну это я, конечно, не могу знать точно, но говорят, что если как бы уже семейная чита, да, тем более, когда есть ребенок, то мужчина должен этой семьей управлять. Представляешь? Ну, простите за слово мужчина. Там должен ты принимать решение, куда кто едет, зачем едет. А женщина, она должна за тобой двигаться. Потому что, знаешь почему? Потому что она замужем, за мужем. Ну, так принято. Ну, в нормальных семьях, не знаю. Если не брать, да, подпивасных дегенератов, то, в принципе, ну, как бы это, ну, того самого. Но, наверное, ему об этом не говорили, Максу. Как бы да. Ну, куда ветер подул, туда Максимка и поехал. Нормально. Есть еще одна проблема, которая продолжает меня мучить. Я вообще переживаю сейчас за папу, потому что он обещал приехать на выписку, но я до него уже не могу дозвониться несколько дней. И я думаю, съездить Да. Максу пора. И В Сочи за хлебом. заодно ему показать. А отца по-любому надо Тут наоборот, да, тут за потому что женой. Мало ли какая ситуация, чего Согласен. там с ним. Принимайте уже решение 100%. С Москвы сразу едьте в Саранск. Как бы так, я думаю. Ну да, я тоже так думаю. Идея такая не очень обдуманная. Не-не-не, Максимка один потеряется в Москве. Но если уж на то пошло дело, и если она не передумает, то я могу ей помочь.
Потрясающая семейка. С ребенком Так маленьким. мы все вместе приехали в Москву и отправились к дому отца. Однако трубку он снова не берет. Я, короче, это... Дверь не достучался, обход дома нету. И где он может быть? Бухает опять где-нибудь. Возможно. Может, на работе. Надо съездить до работы, не знаю. Куда мы сейчас с вещами, с коляской все поедем? Давай я сам съездю, сейчас такси вызову. Я ничего говорить не хочу, но это просто... Тут, в принципе, недалеко. Ну давай, позвонишь. Ладно. Привет, Сабин. Может быть, давай я пока где-нибудь в сторонке оставлю. И как Макс будет подъезжать, я пойду погуляю где-нибудь, потому что, мне как-то эта встреча не очень приятна. Мне очень печально, что, конечно, у мамы с папой такие отношения, что они так друг друга ненавидят. Стало совсем темно. Мы очень долго ждали. Пармалей, пока я нет. уже собралась было Попозже, звонить да. Максу. Пока нет времени. О! Какие люди. Нашлись. О! Поздравляю, дочь. Привет. Козетка моя. Чиназис. Ты спишь, что ли? Ага. Озорник. Я уж не буду его трогать, пускай спит. Что-то я не особо понял это, ну ладно. Что пойдет? Обниматься, что ли, будешь? А? Обниматься, да, что ли? Ты что, как похудел-то вообще? Ну, а что, работа такая. Так похудел, он так постарел. Увидев его, у меня ушла вот эта злость, а осталась одна жалость какая-то. Так, что тебе? Подарки тебе будут дарить? Готово? Да. О-ля-ля. Как это? Что это? Соскучилась так, пап. Оказывается, Макса с папой долго не было, потому что папа покупал нам подарки. Я хотел, когда поехать в Таганрог на выписку, я потерял телефон. Пока это все восстанавливал, прошло какое-то время. И тут я возвращаюсь с работы и вижу Максима. И я очень удивился, очень рад. Все, не расстраивайся. Слышишь меня? Она просто сама себе места не находила. В Звоню. Москву ломанулись. Видишь, всем пришлось сюда ехать. Я за это извиняюсь. И прошу у вас прощения. Ну, простите, пожалуйста. Нормальная встреча родителей, без драк и криков, для меня сюрприз. Папа до сих пор маму, мне кажется, любит. И поэтому и не может... Ну, конечно, ни с он кем такую сейчас чим-чиму увидел. Отношения свои наладить. Ну что, пойдемте, уже замерзли. Наверное, все. И мелкий тоже, наверное, замерз. Пойдемте в дом. Шлите. Ромик, он такой маленький клубочек, такой беззащитный, такой Она о ком? О бате? красивый. Он сблизил всех нас, об наши этом? отношения, и все у нас будет хорошо. Потому что новая жизнь, Я думал про ребенок, батю. он творит чудеса, помирил всю нашу семью. Я ни капли не пожалела решения оставить ребенка. А девочкам, которые оказались в такой ситуации, как я посоветую не бояться и тоже рожать. Предохраняться! Предохраняться! Посоветуем мы девочкам, которые попали в такую ситуацию, и мальчикам. Не бояться, ничего больше, только предохраняться. Господи, услышь меня, пожалуйста, чтобы как можно меньше было таких вот ячеек в нашем обществе. Пожалуйста, Господи! Спасибо. Да, каждый лайк, кстати, говорят, продвигает мою мысль все выше и выше. Да, так что не забывай ставить лайк, подписываться на канал. Угу.